Ребята, у меня закончились маленькие спички и остались только большие. Представляете, вот такие вот. Сейчас будем такой спичкой зажигать такую маленькую свечку. Всем привет, присоединяйтесь, у нас посиделочки начинаются. Вот, сейчас мы зажгем свечку. И будете писать, кому нужны подсказки. Напишите подсказки. Подсказки у нас бесплатные. Вот. Смотрите, целую такую спичку потратили, чтобы зажечь такую маленькую свечечку. В общем, у меня спички закончились. Представляете, остались только такие большие. Смотрите, как горит классно. Присоединяйтесь. Кому нужны подсказки? Дым. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки. Если подсказка, буду смотреть на основной колоде. А если подсказки, то будем смотреть на 5 колодах. Сейчас я все колоды достану, пока присоединяйтесь. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Подсказки на всех колодах нужны. Хорошо. Сейчас все достанем. Если кому-то нужна одна подсказка, то вот на такой колоде, на самой первой, будет подсказка. Аннет, добрый вечер. Подсказки на всех можно. Сейчас телефончик уберу сюда в сторонку. Я, как всегда, открываю эфир. Классно. Я очень рада. Очень рада вас видеть. Уже привыкаешь к тем, кто приходит, да, постоянно. Я уже сама вас жду. Сейчас послание из будущего еще откроем. Так, чтобы все было готово. Здравствуйте, Юлия. Да, ссылка есть на донатик. Только я не знаю, работает ли у меня там настройка. Если что, скажете. Потому что на прошлой неделе у меня глючило. Вот. То есть оповещение не приходило. Сейчас не знаю. Посмотрим, проверим. Светлана, добрый вечер, Светлана. Подсказки на всех можно. Неделю проживаю по вашим советам. Очень точно все отыгрывается. Ирина, замечательно. Я рада, если вам помогает. У меня такая неделя трудная была вообще. Я сегодня просто думала, ничего не хочу. Хочу просто лежать, ничего не делать. Оксана Жукова, здравствуйте. Если вам нужны подсказки, пишите подсказки на всех. Или просто подсказка, если на одной колоде. Подсказки бесплатные, аналогичные, Ирина. Вот. Подсказки помогают, конечно. Так, давайте, Ирина. Для Ирины подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая первая подсказка. Будьте осторожны и внимательны. Ну, внимательно просто надо все делать. Нормально. Думаю, так и будем. Подсказка на личную жизнь. Хорошо. Подсказка нужна. Хорошо. Кому подсказка, просто пишите подсказка. Я буду вам подсказку давать. Так, для Ирины вторая подсказочка. Прислушайтесь к своей интуиции. Сейчас она не подведет. К интуиции прислушивайтесь. Интуиция у вас хорошо будет работать. Дальше. Так, для Ирины подсказка. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. Видите? То, что вы не похожи на других, это уже хорошо. Не надо себя сравнивать с другими. Ой, кстати, я вот еще одну колоду забыла достать сейчас. Девочка с шариком. Смотрю, думаю, что-то не хватает. Вот, сейчас. Очень рада, что вы пришли, девчонки. Так, для Ирины подсказка. Полный детокс. Выпей смузи, выброси все ненужное, перестань общаться с этим идиотом. Я не знаю, с кем нужно перестать общаться. В общем, занимайтесь собой, кушайте хорошие вещи, не кушайте чипсы, ешьте что-то полезное. Вот. И с кем-то нужно перестать общаться. Кто-то на вас плохо влияет. Надеюсь, не я. Это какой-то мужчина. Я пока тоже не знаю, да, но может быть кто-то появится в вашем окружении, и вы поймете по интуиции, так как у вас интуиция работает, что с ним лучше не общаться.
держаться подальше. Так, теперь послание из будущего для Ирины. О, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Видите, здесь развилка. То есть у вас есть выбор, куда идти. И то, о чем вы думаете, вот подумайте, нужно вам туда или нет. Ну что-то такое будет, придется выбирать, куда вы действительно хотите. Или просто потому что надо, или я хочу туда. Ну как-то вот так вот будет выбор какой-то. У меня, по крайней мере, отыгрывается как: подумай еще раз, хочешь ли ты туда, или тебе туда не надо. То есть, может, нет. Такой вот выбор будет. Аннет. Так, для Аннет подсказка. Подсказка для Аннет. Не старайтесь угодить всем. Такая подсказка. Следующая. Для Аннет подсказочка. Все в ваших руках. Действуйте незамедлительно, и вас ждет успех. Видите, вам нужно действовать быстро. Давайте, действуйте. Не нужно сидеть на попке, нужно действовать. Гульшат, здравствуйте. Подсказки на всех можно, да. Интересные подсказки, благодарю вас. Да, Ирина, желаю вам тоже успешной недели. Будет предпраздничная и короткая. Да, вообще круто, да? Вообще 4 дня, мечта прям. Так, донат отправила. Да, я видела, сейчас я для Аннет. Подсказка для Аннет. Расставляй приоритеты. Ты не сделаешь ничего, если будешь пытаться сделать все. То есть подумайте, что вам нужно сделать в первую очередь, а что потом. Не беритесь за все сразу. То можете где-то не успеть, что-то важное упустить. Так, для Анны подсказка. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Так что главное здесь все сбудется. По крайней мере, я так думаю, что это самое главное в этой фразе. Так, послание из будущего. Аннет, смотрите, прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Кто-то рядышком желает вам добра. Какой-то совет вам может дать хороший. Так что прислушайтесь. Так, спасибо, девчонки, вам. Так, сейчас посмотрю. Меня пропустили. Флюза. Нет, не пропустила. У меня первая Ирина, потом Аннет. Потом Юлия. Потом Светлана. Благодарю, Аннет. Вас тоже благодарю. Сейчас я донатик гляну. У меня вот такая картинка может выскакивать как бы по делу и без дела сейчас. Поэтому я еще не знаю, что там за сбой произошел. Но я сейчас посмотрю донатики, потом вернемся дальше к подсказкам. Ага. Тут уже несколько донатов. Сначала Алена для Дарс, потом Нина, Оксана, Александра. Вот сейчас всем отвечу. Вот. Так, давайте будем смотреть. Алена для Дарс. Так, что ждет ближайший год? Что ждет ближайший год? Что же ждет ближайший год Алену? Так, что ждет Алена для Дар? Что ждет? Так, что ждет ближайший год? Вам нужно будет контролировать свои финансы в ближайший год, потому что вам нужно здесь, знаете, грамотно распоряжаться деньгами с умом. С умом. Да, если вы будете грамотно распоряжаться, то у вас на все будет хватать. Может быть, какая-то поездка у вас, кстати, случится в этот год. Поездка будет очень классная. Может быть, родственники помогут, кстати, с этой поездкой, какие-то родные люди. И эта поездка будет прям вам вот прям по душе, так будет хорошо, так классно. Вот вы что-то получите, знаете, как будто исполнение желаний, как будто, может, вы давно куда-то хотели поехать с семьей или с близкими вашими людьми, или наоборот, к вашим родственникам. Как будто вот какая-то благоприятная поездка.
И знаете, в этой поездке, вот вы поедете в поездку, и вот там вот, не знаю, в процессе или кто-то вам скажет, и какая-то информация будет в этой поездке, которая поможет вам сделать правильный выбор. Какая-то помощь как будто придет в трудную минуту, в трудной ситуации, какая-то поддержка правильная. И вы поймете, как нужно действовать. То есть у вас в голове будет такое, что вы не будете знать, когда вот вам тяжело, как действовать. Какая-то информация в этой поездке придет. И вы поймете, вот после этого, вот как вы съездите куда-то, вы поймете, как действовать, как сохранить свои деньги, как заработать. Что-то благоприятное событие еще какое-то в семье может быть. Общение с каким-то мужчиной, кстати, принесет вам удовольствие. Что-то тут началось про деньги, и дальше пошло уже. Какой-то мужчина будет в вашей жизни. Если сейчас его нет, то он будет. И он, знаете, захочет строить с вами тайные отношения. Как будто вы его знаете. О чем-то не захочет рассказывать. Таргрейн, да, можно вопрос в долг, завтра скинули. Круто, девчонки, уже вопросы в долг. Я забыла про эфир сегодня, ну ничего страшного. Сейчас я Алене для Дарс отвечаю. Что же сделать все-таки, чтобы у вас были деньги? Потому что здесь все началось с денег. То, что нужен контроль денег. Нужно учиться на ошибках и больше их не совершать. Не поддаваться искушению. Знаете, если вас будут соблазнять чем-то, но не будут подкреплять никакими действиями эти слова, то лучше не соблазняйтесь. Не поддавайтесь на эмоции, проверяйте каждую информацию, которую вам будут давать, или что-то будут предлагать, если да, проверяйте. И поступайте так, как вот вам хорошо, занимайтесь тем, что вам нравится. Себя выбирайте в любых вопросах, чтобы не было. Вы подумайте, как вам будет, хорошо или нет. Против себя не идите внутри, вот чтобы поперек себя. Насчет коммуникации смотрите, как общаться. Как-то по-другому вам нужно общаться, простраивать, настраивать отношения. Как-то ровно, неторопливо, спокойно. Что-то вот так вот как будто. Что за тайный мужчина? Вот какой-то мужчина, да. Надо его отдельно посмотреть, потому что все началось с денег. То, что вам нужно контролировать свои финансы. А вот какая-то поездка вам поможет правильное решение вот выбрать, правильно поступить. У вас там какой-то выбор будет. И мужчина. Что это за мужчина будет у вас в ближайший год? На работе какая-то будет информация, которая будет не очень вам нравиться. Ну, это как бы работа, это все пройдет. На работе такое бывает. Знаете, вы добьетесь каких-то результатов, вот то, чего вы хотите. Вы добьетесь справедливостью, поэтому не хитрите лучше, не нужно, потому что если будете хитрить и обманывать в какой-то ситуации, может быть, себя внутри, да, не обманывайте, не обязательно кого-то. Да. Так что тут, если будете честно вести игру, то вы здесь будете в плюсе. Как будто вы победите своих врагов, да, или какую-то ситуацию, которая вас разочаровывала или приносила боль, или что-то не нравилось, там, да, не устраивало, вы ее как-то победите. Вот честно, если будете вот сражаться там и вообще себя вести по совести, да, не обманывая себя, то тут вы вообще выходите в мага. То есть какая-то ситуация будет, которая вас разочаровывает. Но вы же честно будете вести борьбу, правильно? И вы победите. Смотрите, карты супер замечательные.
И тут в мага выходите, то есть вы будете контролировать ситуацию. Не ситуация, не вы будете болтаться в этом непонятно что, а вы уже будете контролировать, возьмете верх над ситуацией. Но мужчина не показывает мне. Анна Борискина, здравствуйте. Не знаю, давайте на другой колодочек глянем. Нет, здесь какой-то, как будто все стабильно. Как будто, я бы не сказала, что это новый мужчина, но как будто его знаете. От которого вы ушли, расстались. Появится шанс начать заново, и что? Не, нифига. Может быть, он захочет начать заново. Какой-то ненадежный мужчина. Нет, нам его не надо. Будет ли хороший мужчина, новый мужчина? Новых мужчин вы отсечете. Вы не хотите почему-то. Потому что вы хотите другого мужчину. Вы новых мужчин будете отсекать, потому что будут мужчины не те. Вам нужен другой мужчина. Вам будут попадаться те, которые попадались, а вам это не надо. Вам нужен другой мужчина с другим мировоззрением, с другими взглядами. О, смотрите, все-таки вышел ваш мужчина. У вас тут будут еще разочарования в любви в этом году, будут вас куда-то что-то приглашать, но вы как-то не будете отвечать, не захотите, а все равно в итоге будет ваш мужчина, он придет. Мужчина надежный, стабильный, любит тактильный контакт, внешне занимается спортом, да, но вы с ним будете грубые, я бы так сказала, назад. Ну, как вы будете чувствовать, что да, это вот как будто родной человек, но вы все равно не будете подпускать. Потому что, может быть, у вас были уже отношения. То есть вы хотите так, как вы хотите, по-другому вам не надо. София, здравствуйте. Оксана Ивановна, здравствуйте. Да, будут подсказки на это, дам вам. Что самое главное, вот, что самое яркое событие, которое будет в этом году. Вот, смотрите, самое яркое событие, Алена, у вас в этом году, это то, что вы узнаете того, чего вы не знали. Что-то тайное, какую-то тайну можете узнать. Интуиция может у вас хорошо начать работать. Кстати, прислушивайтесь, начинайте прислушиваться к своей интуиции. Какую-то тайну вы будете узнать. Так, можете узнать касаемо вашей работы, вашей карьеры, вашего будущего, как будто у вас что-то начнется сначала, с нуля. Ну, вот. Резко, неожиданно придется чему-то учиться. И резко, неожиданно вы можете встретить мужчину, который начнет с вами флиртовать. Другой мужчина. Двое мужчин, да, двое мужчин, короче, будет, вам придется выбирать. В общем, вот так вот. Давайте посмотрим вам подсказку. Один жезловый мужчина, другой пентаклевый. Когда вы начнете все заново, жезловый появится. Скорее всего, по работе или какой-то жизненный этап. Насчет вашего будущего касается. Так, подсказка вам. Подсказка, Алена. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Я мешала колоду. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Тут такая подсказка. Так, спасибо вам за вопрос, Алена. Алена для Дарс. Так, насыщенный какой-то год у вас будет. Главное контролировать свои деньги, расходы. И прислушиваться к интуиции. Вам тоже спасибо. Спасибо вам за вопросик. Давайте дальше будем смотреть донатики. Нина. Так. А что это значит, этот поток? Что должно произойти, чтобы вы поняли, что это он? При каком условии откроется? Как вы поймете, что это именно он? Ну, сейчас посмотрим условия. Закрыт ли у вас водовой поток сейчас? Сейчас вот какая-то стабильность. Как будто вы не умеете им пользоваться.
Я бы не сказала, что он закрыт сейчас. Я бы не сказала, что он у вас закрыт. Нина, я бы не сказала, что он у вас закрыт. Он у вас не закрыт, он у вас не закрыт, на этой колоде не закрыт. На этой колоде, видите, тоже он у вас не закрыт, он у вас стабильный, он в движении, но вы его как бы вот перекрываете, как-то вы ему не даете, сами самостоятельно не даете движению. Вы его как-то держите на стопе, он открыт, он может двигаться, там может происходить движение, но вы как будто его тормозите. Стоп! Почему? Или вот говорю, или вы не умеете пользоваться, вам надо научиться. Опять же, видите, даже на другой колоде. Вы сами себя тормозите. Вы как будто не видите возможностей. Вы не видите, в какую сторону развиваться, куда идти, как будто вы тормозите. Что вам поможет? Что вам поможет? О, что вам поможет? Смотрите. Вам помогут соблазны. Вам нужно соблазняться. Дьявол вас соблазняет, соблазнитесь. То есть вам нужно соблазниться, чтобы понять, действительно ли вам это не нужно. Вам нужно соблазниться, но вам нужно не с головой нырять и теряя себя, растворяясь, например, в каких-то в отношениях, в мужчинах, да, вот что-то такое вот. Или в каком-то деле там, или в работе. Вам не нужно растворяться, вам нужно соблазняться в том смысле, что вам нужно пробовать. Вам нужно пробовать, даже если вам нравится там мужчина. И не нужно, вот например, как на отношениях, не нужно растворяться в нем, нужно попробовать общаться, но не впадать в зависимость от мужчины. Не ждать то, что он, например, все вам даст. Что счастье только когда он рядом. Нет. Здесь нужно пробовать разное. Соблазняться надо по дьяволу. На разное всякое. Что вы хотите, что вам нравится? Что будет, если вы попробуете, но не пойдете до конца? Попробуйте, но не пойдете до конца. Чтобы понять. Что-то из прошлого. В прошлом вам, возможно, что-то нравилось. Подумайте. В прошлом вы даже раньше уже знали вот это свое. Но вы как будто это разрушили в прошлом. Вам нужно прислушаться к своей интуиции, к чувствам, к вашим ощущениям. В прошлом вы знали, чего вы хотите, куда вы хотите, как вы хотите. Ну да, вам перекрывали дороги, да. Да, видите, вам перекрывали дороги, чтобы вы не видели, куда идти, чтобы у вас были проблемы, чтобы вы занимались своими проблемами и не прислушивались к своей интуиции. Да, возможно, денег у вас не было, вам делали, чтобы вы не видели развития, не видели. Да тут вообще капец, да. Тут как бы полное разрушение. Вот. И вы, конечно же, видите, у вас просто времени не было понять, чего вы хотите, куда вам идти, потому что вы разгребали вот это все, что у вас происходило вокруг. Здесь нужно пробовать, нужно много работать. Что делать, чтобы вот вы нашли, да, вот тут нужно много работать, много трудиться, много пробовать. Как вам помочь, смотрите, в какой сфере. Здесь нужно углубиться в себя. Как будто ответ вы знаете, уже вторая карта. Карта прошлого, то, что раньше вы знали, раньше вы чувствовали и знали, чего вы хотите. И эта карта, что вам нужно углубиться внутрь себя, в уединении побыть, прислушаться к своей интуиции. То, что вам доставляет удовольствие. Но это время потребуется. Вы сейчас так быстро не поймете. Это только через какое-то время. Время может много занять. Но вы пробуйте. Пробуйте разные. Вспомните в детстве, что вы хотели раньше. Давно. Да, вам нужно просто принять решение и начать действовать. Главное действовать, главное пробовать. Цель какую-то определите с целью, чего вы хотите. То, что приносит вам удовольствие. Вот покопайте, здесь опять удовольствие. Нет, мама вам не мешает, смотрите, мешает или помогает. Тут как-то нет такого, здесь у вас свой путь, вам нужно... Она вам может советом помочь, возможно.
Она вам может советом помочь, но знаете, из благих побуждений, но этот совет вам не подойдет. То есть она вам специально не мешает, она вам просто, как говорится, с благими намерениями хочу помочь, да, но вам это не подходит, у вас свой путь. Как у мамы, такого не будет, у вас свой путь. У вас своя семья, свое счастье, свое предназначение, как бы свое представление о том, какая должна быть стабильная, счастливая жизнь, да. Когда вот вы занимаетесь то, чем вам нравится, когда это стабильно приносит доход. И у вас свой путь. Тут как бы вот. Поэтому здесь так. Именно какие действия вам нужно сделать. Но опять же, вам нужно уединиться и помечтать. Видите, вспомните, о чем вы хотели. Мечтание, желание ваши. Вот начинайте потакать своим желаниям, своим мечтам. Начинайте пробовать. Но я говорю, не углубляйтесь туда с головой, не прыгайте в омут. Попробовали, как бы чуть-чуть, все, дегустация. Вот. Но не полностью, пробуйте. Давайте я вам подсказку посмотрю. Так. При каком условии откроется ваш поток? Смотрите, тогда, когда вы возьмете все в свои руки и когда вы поймете, что вы все сможете, несмотря ни на что. Потому что вам силы на это даются. То есть, если вы решите, выберете то, что вам по душе, то, знаете, вам силы хватит на это вообще просто. Вы можете заниматься день и ночь, вам будет в кайф, и вы не будете уставать, вам просто будет в кайф. Вам силы на это даются. Подсказку сейчас на ваш вопрос. Нина, подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Ну вот смотрите, какая классная подсказка. Так что забудьте о страхах и сомнениях. Пробуйте, вспоминайте, что вы там хотели раньше. Так, давайте дальше посмотрим вопросик. Спасибо вам за вопрос, Нина. Давайте там потом напишите. Супер, спасибо большое за ответ, вдохновились. Я тоже очень рада, что вы задали такой вопрос, потому что это очень-очень важно. Желаю вам удачи, найдите свое, вот, и будьте счастливы. Так, давайте дальше, донатик. Оксана. Так, на отношения, да? Будет ли развитие отношений в течение месяца? Сейчас посмотрим. Нина, вам тоже сердечки я шлю, если что. Руки заняты просто. Так, Оксана, будет ли развитие отношений в течение месяца? Будет ли развитие отношений? Ну, знаете, карта стабильная, не показывает на развитие отношений. Сейчас еще одну карту добавим. Как будто вот как было, так и есть. Здесь какой-то флирт. Возможно, встречи, посиделки, поболтушки, вот эти вечерние, просто не знаю, в каких вы отношениях, да, но как будто вы будете, ну, может быть, знаете, здесь еще как вариант, вы будете сидеть дома и переписываться, вот, сообщения какие-то друг дружке слать. Как будто, ну, не в течение месяца, вам нужно подождать, здесь придется ждать, переписка только возможно. И карта ожидания выпадает. А в течение 2 месяцев будет развитие, тут уже мужчина начнет действовать. В течение 2, сейчас у нас никак. Ну вот, возможно, переписка, какую-то новость вы получите в течение месяца. Переписка и общение нам может наладиться. Но ждать от него действий только месяца через 2, в течение 2 месяцев. Знаете, мужчина, я не знаю, как бы, по что его на это подтолкнет. Как-то обстоятельства сложатся так, что мужчина начнет действовать в вашу сторону, и вам это понравится. Видите, тут как бы карты хорошие. Вы пара, как будто, да, ну то есть вы понимаете друг друга. На одной волне будет. И солнце. Вам понравится, как он к вам начнет действовать. То ли поездка какая-то у него произойдет, то ли как-то ситуация поменяется.
Знаете, как будто он вас обманет, как в прошлом, да? Ну, это возможно такое, или, может, раньше обманул. Может быть, он вас обманул как-то, да, не выбрал, вот это в прошлом как будто было. А потом он начнет бороться и приедет. Что-то он хочет по-другому что-то поменять. Что-то заново начать, но у него не получится. Как будто он, ну, не знаю, может быть, он приедет, вы встретитесь, и его условия вам не подойдут, и он уедет. Что-то такое. Так, ну почему же тогда обрадуетесь? Он начнет проявляться как-то по-другому. Все, короче, не показывают. Запутали. Так, беру другую колоду, потому что на этой колоде все закрыто. Он начнет как-то проявляться по-другому, но как по-другому не показывают, все закрыто дальше. И если вы в ссоре, то вы помиритесь, да, он начнет, будет опять какое-то известие, опять какая-то новость. У вас все равно будет много мыслей, какая-то новость будет, опять же, вы будете дома, дом получите или дома, или на каком-то празднике, какую-то новость вы узнаете. Но вы не сможете принять, знаете, вы какую-то, опять тут закрывает все, закрывает, а жрица везде закрывает расклад, там уже начинает путать. Вы знаете какую-то новость, которая приведет к разрушению, и даже вы будете думать, что у вас будет выбор, а тут даже выбора не будет. И все, расклад закрывается опять. Давайте еще одну колоду возьмем. Потому что уже 2 колоды, расклад закрыт. Но какую-то новость вы как будто узнаете. Или он сообщение напишет, или новость какую-то, как будто или на празднике, или дома, или в кругу семьи. Вы узнаете какую-то новость. Но если хотите, чтобы он проявился, то в течение 2 месяцев. Но эта новость как будто все разрушает. Да, тут такие карты выпадают. Тут была смерть, тут вот эта башня и карта вот это вот безденежья, когда ничего нету. На этой колоде тоже карта безденежья и смерть. Здесь как будто что-то тут не получается. Так что даже если будет разговор, тут как бы дальнейшего движения я не вижу. Просто действие по-другому. А что по-другому? Не показывает. Не показывает. Здесь, в общем, такие карты выпадают, что нету смысла. Может быть, вам не нужно знать еще пока что. То есть вы должны принять какое-то решение, вы должны какое-то действие сделать, решение принять, и вам не нужно знать еще пока дальнейшую информацию. Поэтому я беру новые карты, потому что если на старой колоде смотреть, вы можете узнать эту информацию, но потом ситуация может измениться, и, короче, будет еще сложнее, поэтому... Как в прошлом он как будто будет вести себя, да, но эту ситуацию вы уже переросли. Вы знаете, чего вы хотите. Вы хотели бы, чтобы все было классно, да, но вот, тут опять смерть выпадает. Вот вы хотели бы, чтобы все было, знаете, когда вы понимаете друг друга, когда вы можете доверять. Но тут опять смерть. То есть, как бы, вот это как будто невозможно. Как будто обман какой-то, возможно, был. Какие-то болезненные отношения с ним только возможно. Что-то такое.
Знаете, зачем он вам дан? Зачем он вам дан вообще? Для того, чтобы вы поняли, чего вы хотите. Чтобы вы не ставили перед собой стену, не закрывали свои желания, чтобы вы прислушивались к себе. Потому что как будто он вас ограничивал и не давал вам идти вперед. Как будто вы зависели, ваша жизнь зависела от него. А у вас своя жизнь, свои мечты. И вы как будто закрывались. Вот ваши мечты, вы могли мечтать только во сне, можно сказать. То есть вы не могли реализовать себя. Он вас держал, закрывал от ваших вот мечт, от движения вперед, не давал вам идти вперед. То есть вам здесь нужно начать прислушиваться к интуиции, выбирать себя. Он бы вас тормозил. Вам нужно общаться с новыми людьми, вам нужно научиться, если чего-то не знаете, найти своего учителя. Если вы чего-то хотите достичь, у вас получится, кстати. Новые знакомства принесут вам подарочки, смотрите, новые знакомства будут, новые мужчины будут. И если вы будете получать знания, найдете учителя, того, кто может сказать вам, посоветовать, научить, то смотрите, вы пойдете вперед, как на колеснице победитель. То есть вы многого можете добиться. И выйти, кстати, на дорогу, которая вам по судьбе. Работу найти, которая вам по судьбе, где вы будете специалист. И семья тоже у вас здесь. Смотрите, тут вы выходите во все это, тут все будет. А с ним что делать? Ну, с ним все, уже расходитесь, потому что он вам закрывает как будто вперед все блага, как будто закрывает. Какое-то вот такое вот. Нервотрепатель. Что такое? Вот. Ну все, в общем, понятно, да? Что-то там еще должно произойти, конечно, с ним непонятно что. Он еще может объявиться. Но это как проверка будет, скорее всего. Как проверка. Поэтому здесь так. Сейчас вам подсказку посмотрю. Так, для Оксаны подсказка. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Такая подсказка. Так, спасибо, Оксана. Давайте будем смотреть. Донатик еще один есть. Александра. Сейчас пока карту буду собирать, читать, ладно? Вас тоже благодарю, Оксана, за вопрос. Так, Александра. Его мысли. Карты полетели. Сейчас достану. Так. Ну, не знаю, вы можете дать ему шанс еще раз разбить ваше сердце, как вариант. Или что он может сделать? Блин, как будто он может вас обмануть снова, как будто вы даете ему возможность вас снова обмануть. Я тут, да. Анет, может быть, дошел. Я обновлю, мне надо страничку просто обновить. Да, Анет, дошел донат, да. Вижу ваш вопрос, но сейчас Александре отвечу. Знаете, вот Александр, что он может вам дать, вот этот ваш мужчина, он может научить вас бороться, он может научить вас отстаивать свою позицию, свою вот эти вот, то, что вы хотите, свои желания. Он вам для этого дал, что вы по-другому начали действовать в какой-то ситуации, не так, как раньше. И возможно ли счастье с ним, какие отношения? Видите, тут как бы обман здесь. Он может вас обманывать, тяжелые отношения могут быть, тяжелые. Вы, если поссорились, да, даже если что, то вы помиритесь так же, как раньше, все будет. Но также будет ревность, подозрение и тут обман. Тут очень много мечей. Мечи.
Знаете, он вам для того встретился, чтобы вы поняли, какую семью вы не хотите, каких отношений вы не хотите. Он вам вот это вот помогает понять. Как учитель, как урок. С ним возможны такие отношения, когда он будет приходить, уходить. Непонятные отношения, вообще непонятные. Нестабильные, непонятные. Когда он вас может не выбирать. Приехал, когда захотел, все классно, здорово. Потом вы опять одна. Да, что-то не очень. Так, его мысли. Что-то я пролетела. Его мысли. Ой, его мысли. Он чем-то расстроен, что-то у него не получается. И у него не получается контролировать вас. Видите, закрыть вам глаза и держать все так, как он хочет. Как будто чтобы вы сидели только дома. Сидели дома и ждали его. Когда же он приедет? Такой весь красивый. Вот здесь луна, здесь башня, здесь много чего такого. Видите, какие-то карты разрушения. Как будто он хочет контролировать вас, у него не очень-то получается. Что ему от вас надо, он еще сам не знает точно. Но как будто он хочет что-то вам доказать, или как будто хочет сатисфакция какая-то. Или на вас отыграться, типа по справедливости. Не знаю. Или он так считает. Доказать свое. Он не может дать, как будто не может дать стабильных семейных отношений. Что-то я не пойму, он тут или не он. Вы знаете, у вас есть будущее с каким-то мужчиной, который сделает вас своей женщиной. У вас есть будущее с мужчиной, да, но я не пойму, он это или не он. Здесь как бы заново начинается, ну как бы вот, как будто заново начинается ваша жизнь с другим мужчиной, который сделает вас своей женщиной, с которым вы будете счастливы. Здесь вот как вы хотите, именно карта-то, вот как вот здесь, вот как вы хотите, вот как вы представляете себе семейные отношения, или ну, какие должны быть между мужчиной и женщиной, когда вы вместе. Это вот он или не он, не пойму. Не показывай, блин. Чего же они так по чуть-чуть, по кусочкам колоды? Тут чуть-чуть показали, тут чуть-чуть показали. Нет, это все-таки не с этим мужчиной. У вас какой-то новый мужчина, какой-то другой мужчина. Пентакливый. Здесь тоже на этой колоде вышел пентакливый. Вот он. И на этой колоде. Пентакливый. Вот. То есть пентакливый мужчина, а другой должен быть не этот. Когда вы его встретите, вы будете закрываться, конечно, от него. Он очень медленно к вам идет. Как будто в 2024 году вы будете проходить какие-то уроки. Какие-то уроки, вам нужно чему-то научиться.
Да, но еще будут встречаться не те мужчины. Какие-то уроки. Этот мужчина не для будущего, вот этот вот, на которого вы смотрите. То есть, если ваш мужчина, он не будет держать вас в подвешенном состоянии, этот как будто уже обидел, и он еще это может сделать. Вы можете с ним общаться, вы можете с ним какие-то хорошие моменты пережить, да, но это будет вам очень тяжело. Вы все равно потом будете смотреть в будущее без него. Но на какой-то период времени он только у вас. Да этот от вас уже отстал, вы все равно одна. Даже с этим мужчиной вы чувствуете себя, что вы одна. То есть его как бы и нет даже сейчас. Потому что, ну, как бы вот так вот. Да, он вас научит, вот этот вот ваш мужчина, который сейчас, он вас научит, видите, обороняться и заявлять свою позицию, то, как вы хотите. То, как вы хотите, отстаивать свое счастье. Не давать никому покушаться на вас. Может ли он измениться? Нет, не может. Он не может. Он пришел не для этого. У него своя задача. Он вас видит, он не... Видите, тут обман, не нужно обманываться, что он может вам дать полное счастье, то, как вы хотите. На какое-то время вы можете с ним общаться, потому что, но только не думайте, что это навсегда. Да, это тяжелые отношения, с ним тяжелые отношения. Будет тяжело. Никакой конкретики. Но вы должны понять с этим мужчиной все. Сами. Какая-то ситуация, может, произойдет. Сами должны понять, почувствовать, как вы хотите. Опять обман в семейных отношениях. Обман в том, вот эти вот, опять выходят эти карты. Так, подсказка вам. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. То есть обращайте внимание, как человек относится к вам, к другим. Это же определенные знаки. Как вы себя чувствуете рядом с ним. Вы, когда рядом человек, который вас любит, вы никогда не будете в нем сомневаться. Вам никогда не будет такое ощущение, что вы вроде с ним, а вроде как бы и одна. Его нету. То есть такого быть не должно. Потому что бывает, что кто-то рядом есть, а вы как будто вообще вот одинокая женщина. Что-то нету тут, что... Ну, он учится тоже на своих ошибках. Он будет учиться на своих ошибках. Нет, все равно женщина одна с ним. Ну, пока что так. Пока не знаю, что там должно произойти. Пока вот это должно решиться. Вот, Аннет. Мысли вашего мужчины. Так, его мысли. Его мысли. Ой, он думает о вас постоянно, смотрите. В его мыслях только вы, Аннет. Видите? Моя женщина, моя женщина. Ой, в его мыслях вы, смотрите, с дьяволом. Как бы он хотел вас обнять, поцеловать, не знаю, провести с вами ночь. И, в общем, хочет быть с вами очень-очень-очень. Вы ему нравитесь эмоционально, внешне, в интиме, вообще вы его очень сильно привлекаете. Он думает о вас очень много.
Он вас не обманывает, и он очень хочет приехать. Но эта ситуация его уже подбешивает немножко. То, что не может приехать, как будто невозможность вот это вот. Ну да, потому что он там занимается вот этими делами, которые очень-очень важны, которые нужно решить. Бумажные, может, какие-то дела, юридические, рабочие моменты, вот эти вот. Вот это все он решает по-мужски, да. Что бы он хотел вам сказать? Смотрите, он бы хотел вам сказать, что он вас очень ревнует, что он, возможно, наблюдает за вами в соцсетях, да, но ревнует очень сильно. Ему очень тяжело, что не может сжать вас в своих объятиях, не может видеть вас тогда, когда ему захочется. То, что вот вы не вместе, ему очень тяжело. Ближайшие 4, ближайшие 5, 6, 6, 6, 6. Блин, ближайшие 6 месяцев. То есть где-то в 6 месяцев будет встреча. В ближайший месяц нет, 2, 3, 4, 5, 6, но вот ничего не получается. 6 месяцев будет встреча. Долго что-то. Разодорает ситуация, да. Первый месяц может не получиться, второй тоже, третий вы будете очень сильно эмоционировать и переживать. 4-й месяц вот тут вот, возможно, может случиться. 4-й месяц вы узнаете какую-то информацию, но тоже не будет поездки. 5-й месяц опять его будут расстраивать, что не получается. Да, вот 6-й месяц тут уже есть движение, тут уже есть. Да, есть ваша встреча, где-то 6-й месяц. Ну, что-то далеко, но вот так вот показывает. Вот. Между 5 и 6 месяцами. Не, у него никого нету, вы для него далекая звезда, вы далеко на расстоянии, но он прям только о вас и думает. Он хочет это расстояние сократить в 0, чтобы вы не были далеко. Да, он чувствует, что вы его родная душа. Ему с вами тепло, хорошо. Вот. Как будто вот своя, родная такая вот. Каких проявлений он хотел бы в этот день? Императрица по императрице. Каких проявлений? Заботы он хотел бы, заботой, чтобы вы окружили, нежностью, не знаю. Но это надо, чтобы рядом, конечно, он тоже очень хотел бы. Обняли, поцеловали, заботились о нем, внимание ему уделяли, показывали, что он настоящий мужчина, говорите ему, что он настоящий мужчина, что вы его очень цените. То есть, чтобы такая вот настоящая женщина, которая чувствует мужчину, которая наполняет его, вдохновляет, вот такое вот. Хотел бы подарок? Нет, не хотел бы. Хотел бы общение? Вы смотрите, хотел бы подарок? Ну что подарок там? Ну все равно он будет расстроен. Хотел бы общение? Ну я работаю, какое общение? Что бы он хотел? Он хотел бы, чтобы вы приехали, то есть встретиться. Но как бы он тоже хочет, чтобы расстояния между вами сократились. Но все-таки что вы можете же ему дать-то? Подумайте сами, подумайте, интуиция, верховная жрица. Приехать. Уж приедешь тут. Не, боритесь за ваши отношения, да, вы все пройдете, все будет хорошо по солнышку, вы будете счастливы, как раньше, ну, как вы встретитесь, да, будет у вас и встречи, да, поездка будет. Что бы все-таки он хотел от вас получить? Жди меня, жди, говорит, жди, жди. Хотел бы честности, открытости, вот так, чтобы было, чтобы продолжалось.
Вот. Нету такого, что пусть прилетает. Да, нету такого, что вот прям что-то такое хотя бы. Просто хотела бы, чтобы вы ждали, и чтобы вы приехали таким, как снег на голову. Он бы очень был бы рад. Вы уже в его мечтах. Ну да, можете ему написать, что вам остается. Видеосвязь. Да, на полгода, еще полгода опять показывают. Около полугода. Видеосвязь и сообщение. Это вы ему пишите, что пусть все бросает к вам. Я уж что могу. Сейчас подсказку посмотрим. Подсказка для Анет. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Не думайте о плохом. Ой, смотрите, и вот еще одуванчик. Измените свой взгляд на мир. Одуванчик еще. Не знаю почему. И вот еще. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Вот. Так что спасибо, Аннет, за ваш вопросик. Давайте сейчас посмотрим чат, а потом я буду дальше. Донаты здесь есть еще. Анастасия, Оксана. Давайте сейчас чат гляну, потому что у нас еще дают. Так. Юлия. Ссылка на донат. Светлана Котова удалила сообщение. Хотела дать подсказки. Марина. Флюза 57. Подсказка. Подсказка нужна. Флюза. Подсказка. Избавляйтесь от мрачных мыслей. Марина, где написано Флюза 57, подсказка нужна, избавляйтесь от мрачных мыслей. Я мешала колоду, не знаю, что такое. Так. Оксана Жукова, подсказка на личную жизнь. Так, Оксана Жукова, подсказка на личную жизнь. Все получится. Как вы хотите, все получится. Все получится, значит, в личной жизни все сложится. Что вы там хотели? Все получится, и еще не начинайте новое. Так. Гульшат. Подсказки на всех колодах. Так, сейчас я смотрю чат, потом будем дальше смотреть донатики. Гульшат. Для Гульшат подсказка. Оставьте новые дела на потом. Надо еще какие-то старые доделать. Что-то там надо с чем-то разобраться. Так, Гульшат, подсказочка. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. Сразу интересно, в чем же, интересно, сила-то моя, да? В соблазнении. Гульшат, подсказка. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями и посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Вот такая вот. Такой, по-моему, не было еще. Так, Гульшат, подсказка. Не будьте идеальной, будьте собой. Будьте собой. Хочется быть идеальной собой, правильно же? Быть собой, но идеальной для себя самой. Каждый видит себя вот в своих глазах, представляет каждый сам себя идеально, вот как идеально для него самого, только он знает, потому что другие могут видеть по-другому. Так, для Гульшат, послание из будущего. Ой, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Здесь вы подумайте о том, что вы выбрали. Действительно ли вы это хотите? Действительно ли вам туда? Если да, то действуйте. Если есть еще варианты, то подумайте еще об одном варианте. Для меня какая подсказка? Али Дартс. Али Дартс. Для меня какая подсказка? Подсказка. Будьте решительны, удача вам улыбнется. Будьте решительны, и удача вам улыбнется.
Даргрейн. Так, Даргрейн, вопрос в долг. Можете написать мне, когда я дойду в чате до вас тогда. Надо в конце надо общаться. Оксана Иванчишна, подсказка на всех колодах. Оксана Иванчишна, подсказка. Настройтесь на удачу. У вас что-то получится. Так что настройтесь на удачу. Так, Оксана Иванчишина, подсказка. Делайте все с улыбкой и получайте удовольствие от всех дел. Так, сейчас. Оксана Иванчишина, подсказка. Будь осторожна, твое сердце может быть разбито. Будьте осторожны. Не подпускайте никого близко к сердцу. По крайней мере, эту недельку. Лучше понаблюдайте. Так, Оксана Иванчишина. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Послание из будущего. Оксана Иванчишина, послание из будущего. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что это вы там такое делаете? Жуете на ночь? Кушаете тортик? Вот, спасибо, что пришли на эфирчик. Давайте дальше посмотрим. Софа, подсказки на всех. Софа. Ой, Анастасия, сдам ли я экзамен 7 марта? У нас вопросы и платные вообще-то. И как бы, если вы готовились, то сдадите. Вот такой ответ. Софа, подсказка для Софы. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Софа. Следите за своими словами, они могут обернуться против вас. Так что аккуратнее со словами, не говорите тут лишнего. Софа, подсказка. Не унывай, это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Улыбнись. Какие-то ситуации бывают нам для опыта. Может, нам этот опыт и не нужен, как мы думаем, но вот кто-то думает, что он нам нужен. Софа. Выходите из зоны комфорта. Откройте дорогу новым победам. Пробуйте что-то новое. Не так, как вы делали раньше. Ну, вы знаете, наверное, ходить другой дорогой, что-то новенькое попробовать, вкусненькое, в одежде, волосы покрасить. Софа. Из будущего. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Видите, вы никому ничего не должны. Прислушивайтесь только к себе. Не нужно оправдывать чужие ожидания. Это ни к чему не приведет, никто это не оценит. Так. Сдаст ли экзамен, зависит только от вашего желания. От везения, если вы не выучили что-то. Благодарю вас, девчонки, тоже. Оксана Жукова, Оксана Иванчишина, Анет, да, тут. Так, давайте дальше посмотрим донатики. Анастасия, потом Оксана. Сейчас проверю. Угу. Анастасия, смотрим. Так. Так, Анастасия, да? Добрый вечер, да, добрый вечер. Если у него чувства, так, посмотрим. Какие чувства вообще у него есть? Смотрите. Он борется с вот этими чувствами, которые уже разочарование, расстройства какие-то у него. Нет, смотрите, тут он борется с вот этим, видите, уже негативные какие-то чувства, уже болезненные какие-то ощущения, видите, и уже здесь уход, мысли об уходе, что все, пора идти, пора уходить, пора и честь знать, да, как в гостях говорится.
мысли такие, внутренняя борьба, вот это вот, переживания, расстройство, что как бы все уже. Да, он, видите, он в сомнениях, неопределенность какая-то непонятная, холодность, да. И уже как бы все тут, видите. Рыцарь мечей — это когда неожиданно можете поссориться, поругаться, расстаться или выяснять отношения. Если вы будете продолжать эти отношения, то периодически это все будет повторяться, когда вы встречаетесь, расстаетесь, то есть качели непонятные, то вам классно, да, вот он приедет, если приедет, да, то потом он опять обманет, и вы его будете ждать. Вы будете думать, что вроде бы все хорошо, потом опять все плохо. Все хорошо, все плохо. Как будто, не знаю, все восстановилось, и как будто вы потом опять одна. А вы пока как будто не можете уйти. Вы как будто закрыты и не видите шанса, чтобы уходить. Смысл. Угу. Так, если как-то исправить, да, сохранить, возможно ли сохранить отношения, возможно ли сохранить отношения, даже если вы их сохраните, вас это будет расстраивать. В итоге вы получите не то, что вы хотите. Все будет на ваших плечах. Иллюзии. Все будет на ваших только плечах. Вы будете вести эти отношения, вот это вот тянуть. На вас это все будет. Может быть, отношения слишком быстро развивались. Может быть, кто-то манипулировал. Или просто слишком быстро. И в итоге не получилось что-то. Как будто вы хотите другое. Что-то другое. Нарцисс. Нет, даже если вы будете вместе, смотрите, он этого не оценит. Он создан для легких отношений. По крайней мере, он не хочет серьезных отношений, легкие отношения. Легкие, несерьезные отношения. Если дать ему шанс, если вы ему дадите шанс, то вы шишки набьете, опять на те же самые грабли наступите. Опыт, конечно, вы получите. Опыт, как общаться, как на свидание там ходить, да. Да, вы получите опыт и уже будете, осторожнее к мужчинам. Вот все эти, когда вот все это время, когда вы были вместе, у него были к вам чувства. Это все было по-настоящему, все, как бы, вы для него были родным человеком, и он к вам серьезно относился, кстати. Здесь говорят, что можно подождать, как раньше может быть. Только вам нужно его будет ждать. Что нужно для этого сделать? Да, можно попробовать за него побороться, если вы хотите, но это на время. Это на время. Это чтобы вот опять утонуть в чувствах, вспомнить, как было раньше. Можете поддерживать его, можете
заботиться о нем, можете там нежно с ним обращаться, относиться, разговаривать, но потом это все равно разрушается. То есть как будто он этого не оценит. То есть с ним тяжело, как будто вы будете тащить отношения. Почему-то он решил закончить, да. Почему же он решил? Ну вот он решил закончить эти отношения, как будто все. Как будто пришло время. Как будто на эти отношения был отведен определенный период времени, и как бы время закончилось, да, как бы все время вышло, все, отношения должны закончиться. Какая-то такая ерунда. Эта информация закрыта. Почему, я спрашиваю, почему информация закрыта? Нет, не показывает. Там опять выходит карта смерти. Сейчас другую колоду возьму. В этих отношениях вы должны понять, что если вам предлагают несерьезные отношения, да, то вам лучше быть одной, не вступать в эти отношения. Там, где несерьезно к вам относятся. Вам нужно... Да, видите, это разбивает вам сердце. В прошлом такое было все время, да? Вам нужно тратить свое время на будущее, вам нужно идти туда, куда вы хотите. Вы уже думали очень много, как вы хотите, куда вы хотите. Вот вам нужно туда время, туда вот ваше внимание, все, ваше будущее. Возможно, вы хотите научиться чему-то, пойти учиться. Сейчас время тоже хорошее для вашего будущего. То, что вы хотите в будущем, как вы хотите, где вы себя видите, чем вы занимаетесь, чем вы наслаждаетесь. Какое-то такое занятие у вас, вы здесь должны, знаете, как здесь какой-то урок на соблазн, победить дьявола. Вас соблазняют, и вас знают, как соблазнить, потому что знают ваши слабости. Дьявол всегда знает слабости. То есть, знаете, вам нужно, сейчас покажу, прям 2 карты выпали. Вы видите, победить эти соблазны этого дьявола, сказать: все, я больше не хочу. Не вестись на соблазны, на то, что вас манит, привлекает, потому что это обман. Это и со стороны обман, и самообман. Надо это разрушать. Да, и идти в стабильность. Спокойно, медленно, то, чего вы хотите, наполнять себя. Не надо себя разрывать на... Не надо брать на себя много ответственности. Можно ли вернуть эти чувства? Но здесь как будто уже показано, что этап какой-то завершен. Это зависит от него. Вообще можно зайти на еще один этап, вот этот вот, который у вас был, да, как бы заново вот этот по кругу пройти с ним, ну вот это вот, чтобы все было хорошо на какое-то время, но это зависит только от него. И это опять же один этап, ну месяц может быть, да, ну как бы восстановить можно, но это ненадолго. Опять все вернется, как и было. Что-то хочу другую колоду еще. Привет, Максим. Привет, Максим. Так, сейчас посмотрим. Может ли у него быть кто-то на стороне? Он может кому-то помогать. Ну вот. Он по справедливости, по честности там кому-то может помогать. Но то, что вот кто-то у него есть, пока что я не вижу. Да нету пока.
Блин, даже не знаю. Тут нету даже шанса на как-то вот восстановить. Здесь нужно побыть одной и подумать, чего вы хотите и как вы хотите. Чтобы свои позиции сохранить. Чтобы в свое будущее идти. Он не должен вам мешать идти вот к вашим желаниям. А что у него в голове? Это вот он вот уже как бы подумал, что все уже прошло, все в прошлом. Не знаю, почему он так думает. Не, непонятно. Дальше я уже что-то не могу. Оно все перемешивается. Вроде как бы да и нет. Уже, видимо, уже пора, хватит, наверное, спрашивать так и сяк с одной стороны, с другой стороны. Вот. Да вот я и смотрю, что вроде как бы и можно вместе, а вроде как бы и нельзя. И непонятно, на какой-то период времени можно вроде бы, да, но все-таки опять потом выходит, что нельзя. Ну какая-то ерундовина. Не связанное что-то, нет. Нет, тут какая-то отстраненность, как будто вы не понимаете друг друга. Ну вот, смотрите, неровно, видите, нету стабильности, нету спокойствия, есть какая-то пустота, и как будто задумывается человек о том, что вы можете расстаться. Да, вы тут можете расстаться по-настоящему, или вы можете разрушить все, как раньше было, и начать строить заново. Но опять же, это все на вас ляжет. Это все ляжет на вас. Вы ему дадите шанс, вы начнете действовать, а он как-то все равно погрузится в себя. Тут как будто действие только вы. Тут как бы вот и туз, и вы ему даете шанс, и вы начнете активные действия. То есть все такое. А он как-то... Что-то ему не хватает. В нем какая-то загвоздка у него в голове. Чтобы сохранить с ним отношения. Ну, тут сначала выпало, да, что как бы вы можете родить ему ребенка, но в то же время это его может не остановить. Поэтому это опасно. Или может это в новое пойти? Нет, видите, это как бы они говорят этот вариант, но в то же время они говорят, что это 50/50. Он будет вам помогать, конечно, но возможно восстановить не получится. Непонятно. Что вы о нем не знаете, но должны знать. Я не знаю, знаете вы или не знаете, но он сомневается, не может принять решение, потому что он в какой-то зависимости. Дьявол им играет сейчас. Нестабилен он сейчас. Работа, вы, чувства. Как поступить правильно, он вот внутри себя думает об этом. Как правильно поступить, как отстоять то, что ему важно, дорого. И очень тяжело, как будто сейчас такой период, он не знает, как поступить. Ну, подождите, если хотите посмотреть со стороны, что будет. Занимайтесь собой. Можете окружить его любовью и заботой, может быть, так ему будет спокойнее. Но вот он что-то внутри у него там происходит. Нестабилен он.
Он как раз таки манипулирует его чувствами. Может быть, он может, не знаю, пьет он или не пьет. Да, но вот он перед выбором, он нестабилен сейчас. Опять карта выбора. В общем, тут копать и, в общем, не показывают конкретики. Сейчас вся загвоздка на нем. Да, если вы расстанетесь, то закончится самообман. Блин, я не знаю, тут как будто вот вам нужно самой принимать решение. Опять эти две карты. Я, кстати, мешала 2 раза. В первый раз вышли эти карты и во второй раз. То есть разрушить надо какой-то обман. Плюс еще Луна. Обман, сомнений. Надо что-то разрушать. Может быть, вам нужно поговорить просто по душам. И там все выяснится. Здесь надо как-то... Не знаю даже, что делать. Это надо более подробно копать. Так, подсказка вам. Не старайтесь угодить всем. Не старайтесь угодить всем. Занимайтесь собой пока, там потом посмотрите. Будьте спокойны там. Как-то со временем что-то произойдет и, может быть, все выяснится. Опять он как-то в отшельнике. Да, надо просто спокойно побыть в себе, заняться собой и там как-то... Да. Ситуация еще как будто не определена. Еще нету точного, вот, как будто есть несколько вариантов, и еще непонятно, какой будет еще. Нет стабильного будущего. Но я не вижу так, чтобы прям все было супер хорошо. Потому что он какой-то проблемный мужчина. Вот. Поэтому подумайте, о чем вы желаете, о чем вы мечтаете, о себе все-таки. Подумайте. Вот. Тут еще дьявол, тут еще и зависимости надо пройти. Много всего. Оксану смотрю. Зефирка лав вообще. Сейчас. Оксана, потом аноним. Да, Оксана. Будут ли серьезные отношения в 2024 году? Будут отношения с очень активным мужчиной. Сразу вышел колесницу. Он очень активный, очень деятельный. У него, возможно, есть машина. Или он очень-очень много ездит. Какой-то совершенно новый мужчина. В поездках очень много. Он, возможно, много видел. Ой, он очень стабильный, смотрите, император. Он очень активный, очень много движения в нем, движения, куда-то ездит, командировки, вот такой вот по работе что-то. Или вот, и он стабильный, император. Ничего себе. Какая-то ерунда получается. Серьезные отношения, но они скрытые. Этот мужчина, может быть, знаете, почему он вышел, я не понимаю. Какой-то мужчина, он может быть не свободен, потому что выпадает рядом королева Пентаклей. Не знаю почему. И отношения у вас по верховной жрице могут быть, где вас не выбирают, как любовница, да. Встречаться вот так вот, скрывать так. Этот мужчина, знаете, если к вам придет, смотрите, в этом году, если вы встретите мужчину, который
не свободен, у которого есть женщина, который захочет скрыть ваши отношения, не рассказывать никому, то этот мужчина придет в вашу жизнь для того, чтобы вы как можно дольше не встретили своего мужчину, чтобы отдалить вас. Потому что ваш мужчина тогда долго не встретится, еще медленнее будет к вам идти. Какой-то мужчина не свободный, вы его отсекаете. Да, вы его отсекаете прям. Он закроет вашего будущего мужчину, который должен к вам прийти. Еще дальше от вас будет он. Да, если вы его отсечете, то смотрите, вы получите то, что вы хотите. Вы будете счастливы, довольны, вы пойдете в новые отношения и будете контролировать ситуацию так, как вы хотите. Да, смотрите, тут будет у вас счастье и новых отношений, да. Вы, смотрите, тут у вас счастье, десятка пентаклей. Вы встретите того человека, который возьмет ответственность за вас и за семью. И тут у вас выходит король жезловый и маг еще. То есть для проверки и для того, чтобы понять, дать вам нового мужчину или нет, придет вот этот мужчина. Вроде бы стабильный, вроде бы при деньгах, крутой, но он не свободен. Он будет предлагать вам скрытые вот эти отношения, которых никому не рассказывать. Только свободный нужен. Ну вот. Придет вот, нам всем нужен только свободный, наверное. Знаете, вы можете встретить, это новый мужчина, вы можете встретить его в дороге, вы можете встретить его, когда будет идти дождь, или где-то, может быть, будет водичка, но вот вы будете ехать, может быть, будете ехать, будет идти дождь. Вот так вот вы его встретите, как будто... Как будто он будет нежно обращаться с вашим сердцем. Потому что вы мечтаете, чтобы вам больше не делали больно, не разочаровывали. И вот он будет защищать ваше сердце. Будет аккуратно с вами. Заботливый такой мужчина, нежный. Он приедет, или он отсюда он или нет, не знаю. В общем, где-то в поездке можете встретить. Шанс прям будет для вас, да. Вы его возьмете, вы его не пропустите. Может быть, дорога, может быть, в движении где-то здесь, движения очень много. Может быть, он приедет откуда-то. Да, он вас увидит, женщину, с которой, смотрите, тут любовь, с которой можно строить отношения. Знаете, для него вы будете, он вас увидит такой нежной, ранимой, поэтому он и будет к вам так относиться, что вас нужно беречь и ваше сердце, чтобы оберегать, чтобы не причинять вам боль. Он готов будет построить с вами отношения. Здесь не показано. В 2024 году он придет, да, он даже еще раньше мог прийти, если вы перестали как будто обманываться в чем-то. Будьте собой честной. Да, вас тоже, тут, знаете, тут тоже будет какой-то соблазн. Может быть, в виде этого мужчины. Может быть, внешне он будет классный, может быть, с деньгами будет. Но у вас тоже будет проверка еще. Будут тоже соблазнять. Может, тянуть будет кому-то очень сильно. Угу. Ну, пока вам как будто пока побудете одна, пока вот он не придет. Занимайтесь пока собой. Вы можете сейчас, у вас сейчас может быть, знаете, если вы хотели обучаться, то у вас сейчас есть время на обучение, чему-то новому научиться. Даже готовить, например, если вы хотели научиться что-то вкусненькое, да.
может быть, шить хотели научиться. Вот чему вы хотите научиться, сейчас самое время. Потом как бы придет время заниматься другими делами. Когда вы встретите свою судьбу, своего мужчину, вы будете заниматься семьей, семейными делами. Такими вот. Он по судьбе придет вам, да, ваш мужчина, прям по судьбе. Стабильный такой. Вы будете его женщиной. Да, так что сейчас можете пока заниматься чем-то таким, что вам в будущем пригодится. И для души, и для семьи. Такое вот. Какое-нибудь вкусненькое блюдо. Он, кстати, любит, когда о нем заботятся, что-нибудь вкусненькое, чтобы на столе было, он любит. Поэтому что-то такое научитесь готовить, чтобы у вас было хотя бы там одно коронное блюдо такое. Если не одно, то еще лучше. Вот, так что здесь так. Так что еще для проверки придет какой-то ильдеперстовый мужчина, прям весь из себя. Так, подсказка вам. Доставьте себе удовольствие. Ну, видите, какая классная подсказка. Доставьте себе удовольствие, Оксана. Вот. Так что занимайтесь пока своей жизнью, собой. Спасибо за ваш вопросик. Теперь смотрим донатик от анонима. Совет, как строить отношения в коллективе. Так. Как строить отношения в коллективе? Совет. Вам нужно быть классным специалистом. Вот в своей сфере на работе нужно делать все хорошо. Ни у кого ничего не просить, да. Просто четко и хорошо делать, заниматься своим делом. Ну, возможно, вам нравится то, что вы делаете. Кайфуйте, занимайтесь своим делом. С другими надо как-то нежно, как-то подход найти к каждому найти свой подход. Как-то нежностью надо, нежностью. Знаете, это когда, я даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, нежно надо, аккуратно, не надо друг на друга ругаться, если на вас начинают ругаться, да. Вы более спокойны должны быть, чтобы вас нельзя было вывести на эмоции. Ну, там хихи, ха-ха, пошли заниматься своим делом, своей работой, как бы такое все вот. Не воспринимать их серьезно. Вообще просто. Не воспринимать их серьезно. То, что они говорят, это все вообще ерунда. Всех вам благ, Оксана, вам тоже. Здесь как будто, знаете, Анна, вам нужно найти внутреннюю силу свою, найти вот то, что вам нравится делать, это вот в вашей работе, и просто делать. Не обращать на них внимания. Как-то дружески надо относиться. Можете еще найти союзника или союзницу, которая с вами на одной волне. Может быть, есть рядом человек, который вас понимает в сфере работы даже. Просто здесь нужно быть классным специалистом просто в работе. А для общения вы можете общаться только с одним человеком. Кто там вас может понимать, это даже может быть просто мужчина, вы можете с ним общаться. Женщина, мужчина, неважно. Здесь может быть мужчина. Не обязательно со всеми общаться. С какого это фига-то со всеми нормально общаться? Ну, как бы на расстоянии, по рабочим моментам. Как-то нужно игнорировать. Игнорировать и заниматься своей работой. Быть классным спецом просто. Вы тут сделать ничего не можете. Это, ну, как бы люди такие. Прислушивайтесь к своей интуиции еще. А что вы сделаете? Вы им только там масло в огонь будете подкидывать, если будете что-то им отвечать, резкое такое. Добрый вечер, Диана. Я вот спрашиваю, что делать здесь, да? Здесь просто нужно быть специалистом и игнорировать их. Я знаю, что это очень-очень тяжело. Вам нужно заниматься
и разговаривать только по работе. Не рассказывайте личное. Не давайте им информацию, чтобы можно было сделать вам больно. Классным специалистом нужно быть, работайте и будете получать по своей работе зарплату. Я говорю, найдите еще одного человека, с которым вы на одной волне, с которым у вас взгляды одинаковые, и вам этого будет достаточно. Вам не нужен весь коллектив. Один человек вам достаточно, с кем поговорить можно нормально. Кто адекватный, один только. Тут как бы так вот. Дома восстанавливайтесь, восстанавливайте свою энергию. Вам даже может помочь вот это даже чаек попить, кофеек в одиночестве, кстати, можете, или вот с этим человеком, которого вы там найдете. Это немножко вас восстановит. А вы тут одна, все равно одна. Свободная, независимая одна. Это просто зависть. Это несправедливо, да, но они завидуют то, что вы можете радоваться жизни. Они думают, что у вас все по максимуму, у вас все классно, да вам там вообще везет. И они думают, что это вам досталось там нечестно, вот это их должно быть, а не ваше. Ну, блин, зависть просто. Люди такие есть везде, это очень тяжело, конечно. Это неадекватные люди, с ними невозможно наладить отношения. Их только игнорить можно. И показать, что вы классный спец, чтобы к вам не прикопаться. Потому что такие люди, они будут искать все ваши проколы вот эти вот, чтобы указать туда носом вас, тыкнуть перед начальством. Хотя у самих там они вообще могут нифига работу классно не делать, а все через там ошибка на ошибке и вообще ничего не знать. Такие есть, да. Это очень знакомо, просто это очень тяжело. Да, какое-то время вам еще будет некомфортно. Но просто со временем. Вот так. На этой работе что-то изменится со временем. Вы можете, кстати, уйти с нее. Или какие-то могут быть изменения. Кстати, на работе кого-то могут уволить, кто-то новый может прийти, смениться руководство может. Какие-то изменения глобальные могут быть на этой работе. Вот я и смотрю, как бы. А вы все равно будете уходить со временем, видите? Тут как бы уход у вас все равно получается. Вот карта здесь, просто я смотрела, оставаться вам или нет, но тут уже вы будете долго терпеть, если вы останетесь. Оно будет то вроде нормально, то опять какие-то ссоры, склоки, да, вот это вот будет опять подозрение, слежка, вот это вот, да? И это вы решите, все, нафиг вам это не надо, что это за бред. И вы вы закончите этот период, видите, это все закончится. В итоге вы все равно, я думала, может быть, останетесь. Нет, это как бы, знаете, это должно было так случиться. И вы все равно уходите, вы все равно уйдете. Вы, может быть, тут будете терпеть, да, но это вас будет не устраивать, вы все равно будете уходить. Ну, как скоро, не знаю, месяца 3 вы точно будете, но вы будете думать. Перед тем, как уйти, вы будете долго думать, планировать, а потом уже пойдете. Скорее всего, вы сначала найдете работу, а потом можете уйти. Вам лучше так сделать. Или вы можете, знаете, разместить вакансию, и там есть такие галочки.
рассматриваю вариант, или как рассматриваю приглашение, в общем, рассматриваю вакансии вот эти вот. Не то, что вы уходите там или еще работу на HeadHunter там где. То есть вы не нажимаете просто то, что рассматриваю вакансии, и все. То есть как бы вы работаете, но вы рассматриваете. Вдруг что-то там, ходите на собеседование, да, как вариант. То есть вы в перспективе ищете что-то лучшее, это нормально. Но вы не уходите, вы не ищете прям работу. То есть вот так вот вы можете поискать, потому что что-то тут у вас наладится, потому что вы потом в императрицу пойдете, в очень хорошую карту. А вот это вот у вас как будто период обучения какой-то, какие-то знания, которые вам не хватает, вы здесь получаете. Вот. Да, у вас сейчас здесь какие-то уроки, которые нужно проходить. Вот среди вот этого всего хаоса, который происходит, да, вот этого давления на работе, вот этой зависти и всяких там вот этих закулисных игр, да, когда вас хотят подставить, что-то там придумывают, что-то говорят о вас неправду, да, то есть при всем при этом вы должны находить внутреннее спокойствие, заниматься своей работой, показывать, что вы классный спец, и не обращать на них внимания. Это тяжело. Но вот вам надо вот этому научиться, когда вас это перестанет волновать, эта ситуация, и дергать за живое, да, вы вот в это время, там какие-то перестановки еще будут, говорю, на работе, очень такие важные, но вы, говорю, давайте размещайте объявления, да, вы примете решение, когда, и вам будут приходить предложения, просто рассматривайте. Вас не должна цеплять уже та ситуация, вам должно быть пофиг на них, на ваших завистников. Вот, это тяжело, да. И выбор тоже сделать будет тяжело. Вы, может, какое-то время не будете делать, это нормально. Но когда вы примете уже решение прям четкое, сами, не слушая меня, а вот сами, да, когда вы поймете вот это, начнется развиваться ситуация быстро. Вы возьмете всю ситуацию, свою жизнь под свой контроль, и тут быстро начнет развиваться. Но лучше сначала найдите работу, не уходите так просто. Возможно, в коллективе вашем новом будет 3 человека в вашей команде. Знаете, как вы узнаете, что эта работа хорошая, там вы будете чувствовать, что вы среди друзей. Как будто они вот тепло очень к вам относятся, что им можно все рассказать. Возможно, там моложе вас будут специалисты. Но они такие душевные, такие, вот, простые. Да, и уже никто там вам сердце не разобьет, не сделает вам больно. Вам как-то там будет радостно, как новый шанс для вас. Да, но пока вот нет. Вот. Так что со временем вы поймете, вы пока побудьте здесь, сохраняйте свои позиции, то, что у вас есть. Можете ли на этой работе остаться? Да нет, вы все равно уйдете со временем. Все, закрыли, блин. Ну, месяца 3 вы где-то будете искать, может быть, работу, да, или через 3 месяца решитесь, ну, или, может, в течение 3, 2, я не знаю, у меня потом карта закрытая вышла. Блин, не знаю. То есть сначала здесь надо все урегулировать, внутреннее вот это ваше, то есть вы должны вынести урок с этого и научиться правильно реагировать и действовать, чувствовать правильно, чтобы пойти дальше, чтобы эта ситуация не повторилась на этой работе. Поэтому дальше мне закрывают, не показывают. Когда вы будете готовы. Так, подождите еще немножко. Там что-то будет происходить на работе, когда вы будете уходить. Я не пойму, что. Да, ну новый этап, вы пойдете в новый, вы все-таки здесь завершите. Ну, пока... Ну, через месяц, чуть больше месяца, мне кажется, вы уже начнете искать работу. Месяц вы еще будете
2. Через 2 месяца, может быть, вы уже будете искать новое. Ну, гляньте, как будет развиваться. Если что, подсказку потом спросите на эфирчике, посмотрим. Ну, после того, как что-то произойдет, там у вас может быть. Эта ситуация очень мне знакома просто. Никуда не деться от таких людей. Со временем они просто будут вас подсиживать и искать, и распространять слухи, да, вот где бы вас что-то вот. И когда вы будете заходить в кабинет, будет такая тишина. Ну, косточки вам перемывали, а вы зашли. Ну, то есть, я понимаю, это все тяжело. Ну, вас эта ситуация отпустит, вы успокоитесь и поймете, что вам захочется искать новое. Просто хорошо делайте свою работу. Специалисты везде нужны. Научитесь чему-то, пока вы здесь. Так. Ну, какой-то защитник может у вас появиться, но это тоже, видите, ненадолго для опыта. Так, аноним. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Рискните. Рискнете, вы рискнете. Рискнете и пойдете в новое. На собеседование будете ходить. Может быть, будет тяжело. Ну, это со временем. Так что удачи вам. Время нужно. С людьми, к сожалению, ничего не сделать уже. Какие есть, такие есть. Сейчас я перейду на другую вкладку. Все, я вышла с донатиков. Так, подсказки вроде бы. Большое спасибо, умница. Отдел хотят закрыть. Ну вот так и будет у вас. Вы, походу, потом и будете искать работу. Что-то будет там. Ну вот его, скорее всего, и закроют. И вы потом... Ну, потом начнете искать работу. Так что все нормально. Найдете хорошую работу, кстати. Потом посмотрим вам подсказку, если что. Это тоже очень волнительно. Диана Ди, у нас вопросы по ссылке на донат, только я эту ссылку не закрепила. Сейчас я ее закреплю. Там 200 рублей донатик. И можно задать вопрос. А подсказки у нас бесплатные. Подсказку могу бесплатно дать. Сменю я род деятельности. Ну, если хотите, то смените. Как так смените или нет? Вопросы, в общем, у нас платные, кто в эфире. За донатики. Подсказки бесплатные. Вы можете подумать о своем вопросе и попросить подсказку. Я вам дам, и вы потом на свой вопрос переложите ее. Как вы там поймете эту подсказку. Сменю ли я род деятельности? Знаете, как лучше? Надо посмотреть, лучше смотреть, какой род деятельности вы хотите. Лучше рассмотреть те варианты, которые вы хотите. У меня у самой так просто частенько бывает. То есть несколько вариантов, куда вы хотите, как вы хотите. Этот, и посмотреть. Сменить это, если вы хотите, то вы можете сменить. Это как бы зависит только от вас. А вот какой из этих вот вам подойдет, куда лучше сменить, на что лучше, это другое. И вот если смените, если вы знаете, на что сменить, то надо посмотреть, лучше ли это или сейчас лучше. То есть где будет вам лучше. Может быть, и не стоит менять. Потому что, надо все посмотреть. Смените ли вы род деятельности? Смотрите. Туз Пентаклей.
Это шанс. Вы можете сменить. Это для вас будет шанс начать что-то новое. То, что принесет вам доход, кстати, финансовый, туз пентаклей, это с финансами связано. Но здесь нужно будет начинать все заново. И это, скорее всего, то, что будет приносить вам максимум удовольствия. Но по деньгам вас это будет почему-то тревожить и расстраивать. По деньгам вас будет не устраивать, если вы в род деятельности смените, вы будете чувствовать, что это новый шанс, что да, вот все получится, и вам будет это нравиться, но в деньгах, почему у вас в деньгах будет разочарование, что не так? Потому что нет стабильности. Возможно, если вы хотите сменить род деятельности, это будет нестабильный доход. Это, возможно, если вы будете работать на себя, да, то здесь нужно будет один месяц есть зарплата, заработали, другой месяц нету. То есть стабильности здесь не будет. Вас это будет расстраивать. Что нужно делать, чтобы была стабильность? Нужно тут хитрить, что-то придумывать, не обманывать, нет. А имеется в виду как-то хитро подойти к этому вопросу. Вот если бы знать, что вот я говорю, да. Кстати, эта карта у меня погнулась, что ли, какая. Надо подумать, как можно заработать и сделать этот план наверняка вот. То есть вы точно должны знать, как вы будете действовать, на что вы будете тратить время, вкладывать доход. Возможно, здесь нужно будет вложиться, чтобы получить прибыль. Я просто не знаю, чего это касается, но вас будет расстраивать результат. Вас будет расстраивать результат, и вы будете выходить на эмоции, знаете, вас в это, что у вас ничего не получается, то, что вы одна, вы так будете очень эмоционировать. И в итоге вы решите, ну нафиг, или это надо делать по-другому, или этому надо научиться сначала, или, короче, все, ничего не буду делать. Вы можете решить прекратить. Как шанс, это у вас возможность есть. Что нужно делать, чтобы получилось? Нужно просто идти и двигаться к своей цели. Даже если вы хотите, чтобы у вас получилось, знаете, это, в общем, будет такой период, когда вас проверяют, если у вас все хреново, ничего не получается, будете ли вы двигаться дальше. Видите, если вы решили двигаться дальше, даже если ваша цель не близкая, а далеко, и вы все равно не остановитесь, то вы выйдете на стабильный доход, который будет у вас каждый месяц. У вас будет какой-то определенный стабильный доход, который вы будете получать. Но до этого здесь будет очень тяжело, и проверочки будут не получаться. Вы будете очень-очень эмоционировать. Может, даже будете плакать, что у вас нет вот этой стабильности, ничего не идет. Вот так вот. Да, вам тут нужно будет побороться, если вы хотите, да. Вам будет страшно, но вот нужно будет бороться. Нужно научиться будет коммуницировать с людьми, управлять своими эмоциями, не поддаваться, контролировать эмоции. Здесь нужно будет заканчивать думать, что вы все сможете одна и сама. И нужно будет попросить помощи у семьи, поддержки, помощи какой-то в какой-то момент времени. Вот здесь так. Анна Борисовна, здравствуйте. Да, можно подсказку? Сейчас я на донатик отвечу. Еще какие-то вопросы есть, Зефирка? Зефирка. Род деятельности. Что-то еще спросить? То есть тяжеловато будет сначала, но это везде так. И разочарование, и когда не получается. Это как бы спрашивают вас, как будто вот этими вот препятствиями, преградами спрашивают, ты действительно это хочешь, тебе это надо, ты вот это вот, может быть, не надо, тебе тяжело. Если ты скажешь, ну все, мне так надоело, не надо, они тогда поймут, ну значит, она не так сильно этого хотела, значит, не будет бороться. Или если вы будете бороться, все равно, несмотря ни на что, искать какие-то выходы, ездить, да, искать знакомства для этого, какие-то связи, да, нарабатывать, раздавать, может быть, свои эти
как на визитке или через сарафанное радио. Но это нужно время, определенное время. То есть, если вы не будете сдаваться, то потом все наладится, вы выйдете на доход. Но как бы к этому нужно идти. Это вот если хотите сменить. На всех колодах, Анна, можно. Можно на всех. То есть вот так, Зефирка. Так, сейчас подсказку дам. Подсказка для Зефирки. Развивайте свою интуицию. Развивайте свою интуицию. Чтобы понимать, куда вам идти, когда вам идти, зачем вам идти, с какими людьми вам общаться, что нужно говорить им, что можно, что нельзя, вот так вот. Чтобы никто не воспользовался, да, ну вот этой информацией против вас. По крайней мере, это сейчас, на данный момент, так у вас. Вот. Сейчас посмотрим. Ой, ой, ой. Ага, сейчас посмотрю, сейчас уточним. Блин, юридическое образование есть. Слушайте, я хочу себе юриста, я хочу себе личного юриста. Блин, я очень хочу просто. Мне нужен классный юрист. Я бы очень хотела. Блин, я очень хочу иметь возможность, чтобы платить юристу зарплаты, чтобы у меня был личный юрист. Я сама себе не могу зарплату платить, но я хочу, чтобы у меня было столько денег. Вот лично вот мне бы, вот знаете, юрист бы очень, это вообще очень нужная профессия. Так, сейчас посмотрим. Если вы будете работать медсестрой, как сложится у вас будущее? Хреново. На этой работе вас не будут ценить. Может быть, и сейчас вас не ценят. На этой работе вас не будут ценить. Предательство. Нож в спину, видите, 10 ножей. И со временем, вы знаете, вы можете здоровье терять. Будет очень тяжело. Как бы вот все-таки есть, что вам поможет, если вы все-таки будете тут. Если вы хотите остаться медсестрой, то здесь нужно будет, скорее всего, куда-то в другое место переходить. Может быть, даже переезжать туда, знаете, где будут к вам относиться справедливо и честно. Вам нужно работать там, где вас будут ценить, где будут к вам относиться честно, где не будет вот этих всяких подводных камней. Я знаю, как в медицине, у меня тоже есть, я тоже насчет этой темы знаю, я тоже знаю, что как там могут подставить, что там очень тоже серьезно, и зависть там есть, и какие люди там работать могут. Конечно, это очень тяжело. Так что если вы хотите в медицине реализоваться, то здесь вам нужно найти какое-то предприятие, честное такое, где, может быть, какое-то государственное учреждение, скорее всего, даже так, где как-то все будет честно, но здесь, знаете, скорее всего, вам нужно будет переехать, где будет справедливо вот оценивать работников. Ну, тут, конечно, большие сомнения и страхи. Но если вам это дело нравится, то это может принести вам доход. Но не здесь, это и не сейчас, в будущем, где, скорее всего, знаете, вообще переехать надо будет. Не в этом, не там, где вы находитесь сейчас, не на этом месте. Нет, с этого места точно уйти. Какие-то подработки, кстати, можно будет брать. Блин, но со временем все-таки вы все равно, может быть, захотите поменять. Но не на этом месте.
Вы все равно отсюда уже хотите уйти, с этого места, где вы сейчас. Вы уже думали об этом. Поэтому нет, на этом месте точно нет. Давайте другой посмотрим. А вот в другом, юридическом, да, у вас не хватает знаний. Действительно ли это так? Да, это вас может расстраивать, то, что здесь нужны знания. Злить вас может это. Может быть, вы в свое время не уделили. Да тут нужно время обучаться. Знаете, вот по второму, по юридическому, здесь нужно много времени копать, изучать. И знаете, там же много законов, подзаконов, этот аннулирует тот, если так, если так. Здесь, знаете, здесь нужно очень много учить и изучать, прям досконально, до мелочей. Копать, прям копать. Не так, чтобы по верхушкам пройтись. Нет, прям все изучить. Откуда, чего и как. Да тут очень серьезно надо будет много изучать. И здесь медленный процесс, здесь медленно будет идти это все. Потому что вам нужно время обучаться, знаний получать. Здесь знаний пока не хватает. Ага, не показывает, да? Знаете, здесь как будто, ну, вот здесь вот показывает, что это как бы шанс на то, что вам, скорее всего, по судьбе, то, к чему вас тянет, как будто это для вас уже выбрали заранее, но по деньгам мне не показывает закрытая информация, потому что все зависит от ваших действий. То есть, если вы не действуете, то будущего нет, то оно закрыто. И вы даже, кстати, в будущем сможете зарабатывать из дома, да, удаленно. Нет, тут надо смотреть, потому что, знаете, тут нет еще определенного будущего по этой позиции. Потому что здесь надо много учиться и зависит от вас. Помощь, если вам какая-то нужна, ну вот учитесь, попросите, найдите человека. Возможно, вас не поймут, и помощи здесь нету. Короче, тут мне закрыли дальше. Можно ли одновременно вам и учиться, и работать, да? Здесь лучше сначала бы вам учиться, видите, здесь все ваше внимание должно на обучение, на вот это, если вы хотите юридическое образование, по нему пойти, то здесь надо все время отдать обучению. Иначе вам трудно будет сделать выбор. Вы не сделаете, вы не пойдете в это. Сейчас посмотрим на другой колоде. Это понятно, что кушать тоже надо. Кушать-то вот у нас-то у всех так, мне кажется. Занимались бы любимым делом, да, приходится деньги зарабатывать, блин. Это бывает. Возможно, вас еще семья может не поддерживать. Вот в вашем юридическом, потому что не понимаю, что тут такое. Здесь как будто вы разочаровались, и вы одна. От семьи вы хотели бы большего поддержки от родных. Сейчас они будут вас поддерживать? Да нет, это вроде как бы мужчина даст вам развиваться. Вот закрывает и все мне.
Я уже вторую колоду взяла, закрывают. Может быть, вам не нужно знать, может быть, вам надо сделать выбор. Сейчас еще посмотрим. Ну, на медсестру как будто вы уже знаете свою дорогу, но здесь вы зависите от обстоятельств. Да, вам нужно тут делать выбор. Вот ли здесь, давайте про деньги, про деньги. Насчет медсестры вам приходится очень много работать, но все-таки недостаточно денег там. А насчет юридического вы сможете больше зарабатывать. И, кстати, вам будет нравиться ваше дело, но это со временем. То есть насчет юридического мне больше нравятся все-таки перспективы, потому что тут, знаете, тут вам дадут силы на все. Тут вам даются силы заниматься этим делом. То есть даже если какие-то препятствия, вы все пройдете, вы будете делать то, что вы любите. И будете получать столько, сколько вот вы заработали. Будете много работать, будете много получать. Будете дополнительно брать какую-то работу, тоже будут вам за это платить. Возможности там заработать будут. Как будто вы пока отказываетесь от этих возможностей. Держитесь за стабильное, за то, что вроде как бы стабильно, спокойно, тяжело уйти отсюда. Вы потом уйдете, вам по судьбе все равно уйти. Вы потом попробуете. Ну, вы начнете с малого, возможно. Видите, вы все равно пойдете. Правосудие, суд, все это вы пойдете. Юридическое. Вы начнете как подмастерье, возможно, как будто чей-то помощник. А потом вы выйдете в большие деньги, кстати. Но вас может еще разочаровывать, знаете, то, что вас тормозит и не может... Что это значит? Да, вас тормозит то, что, ну, естественно, то, что вам приходится работать еще, а это вас ограничивает в ваших возможностях. Хотя вы думаете, что это вас ограничивает, но возможности у вас есть все-таки, поэтому... Зефирка, вас тоже благодарю, что на эфирчик пришли. Да, Анна, у вас тут вопрос такой тяжеловатый. Потому что здесь как будто не определено точно. Не хватает времени, знаний. Знаете, вам поддержка нужна. Анна, вам нужна поддержка, вам нужно принять решение, да, я действительно этого хочу, если вы хотите, вы юристы, и вам нужна поддержка. Хотя бы один человек, кто в вас поверит, кто вас поддержит, вот. Кто скажет, ну соблазнись уже на то, что ты хочешь, уже иди, уже делай, что ты хочешь, вот. Да, и вы пойдете.
Ну вот я говорю, у вас сначала, у вас и сначала будут трудности, потому что вы вроде будете делать, но будут ошибки, препятствия, знаний будут не хватать. Но на ошибках вы научитесь, если вам может быть вам пойти, типа вот кому-то в подмастерье, помощником, а потом у вас будет свое что-то. Тут у вас очень много страхов, что ничего не получится. Но это надо, знаете, этому много времени надо уделять. Не сдаваться, много времени уделять, очень многому учиться, движение. Если будут сомнения, то искать поддержку в ком-то еще, в команде, в человеке, рядом хотя бы один человек. Подумайте, может быть, у вас какой-то еще есть вариант? Нет ли у вас еще одного варианта с кем-то скооперироваться? Как будто можно у вас с кем-то. Может быть, будете продолжать учиться и с кем-то вместе организовать что-то. Тут, в общем, надо смотреть, разные варианты. Но вот лучше, может быть, с мужчиной скооперироваться на какое-то общее дело. Медсестрой вам тяжело, а юридическое, как будто вы ограничены пока что. Но если хотите медсестрой, это мы же смотрели, там нужно менять локацию. Не здесь, в другое место. Другое место. Тогда может получиться. Подсказка вам. Относитесь ко всему с чувством юмора. Но не воспринимайте всерьез этих засранцев у вас на работе. И легче. Сейчас я дам подсказку. Анна Борискина, подсказку на всех. Анна Борискина, подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Да, тут еще один донат есть. Ой-ой-ой, сама выскочила. Подсказка. Не стоит делать из себя того, кем вы не являетесь. Будьте собой, пусть даже не идеальной. Это залог успеха. Это для Анны. Так. Сейчас еще один донатик посмотрю и потом сделаем общий расклад. Послание из будущего. 10 посланий будет, хорошо? Так, для Анны подсказка. Верь своим глазам. Перестань жить иллюзиями. Посмотри правде в лицо. Сделай осознанный выбор. Выбор всегда есть. Вы можете выбрать что одно, что другое. И вот ваши ангелы, или вот в кого верите, они вам помогут. Они знают, что вы можете выбрать наиболее тяжелый путь, но вы просто не можете видеть легкий. Так что вы не одни. Я тоже такая. Так, подсказка. Отпустите то, что должно уйти. Это для Анны. Подсказка из будущего послания. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Видите? Анна, действуйте. Так, донатик сейчас еще ответим. Общий расклад. Какой мужчина будет по судьбе? Какой мужчина будет по судьбе? Наида. Сейчас посмотрим. Какой мужчина? Романтичный. Романтичный, нежный,
красивые слова говорит, любит, знаете, романтичные вот эти свидания, ухаживание, цветы, букеты, красивые слова. Вот это все будет он вам говорить. И притом очень решительный. Внешне будет, знаете, привлекательный очень сильно. Притягивать вас будет. И вы знаете, в решениях он такой. Он хоть и такой заботливый, внимательный, романтичный, но вот если решение принял, то все, он принял решение, его фиг сдвинешь с места. То есть вот как козерог, наверное. Ну, то есть он принял решение, и вот его не передумает просто. Харизматичный, притягательный такой. Он будет думать, что все в его руках, что он всем руководит, что вот как он хочет, так и будет. А на самом деле вы можете его заинтересовать, и он сделает так, как вы хотите. То есть он будет думать, что вот это все я придумал, как бы это все я контролирую. А вот вы его заинтересовали, и он раз вот и сделал вот это вот. Потому что он так решил, не то, что вы ему там сказали, а он так решил, он так думает. Ну вот можно, он такой гибкий на самом деле. В 2024 году вы его можете не встретить, это непонятно. Как будто вы еще будете разбираться с прошлыми какими-то делами, своими задачами. Да, когда вы разберетесь со своими делами какими-то, вот что-то тут надо порешать, быстренько, кстати, порешаете, и тут он появится. Вот такой вот он у нас жезловый тут вышел. Он очень активный, страстный. В карьере он может занимать какую-то лидирующую позицию. Ревнивый очень, жутко ревнивый. У него очень много идей по работе. Он очень многого хочет добиться. Очень многого хочет добиться для того, чтобы у его семьи все было. Чтобы семья жила в достатке. Чтобы его любимые люди ни в чем не нуждались. Да, он готов помогать. Для него вот семья тут очень важна. Семейные ценности. Как вы его узнаете, у него, знаете, он как-то, у него будет все получаться, все как-то играючи и как будто легко. Он занимается тем, что ему нравится, делает то, что он любит. И он вам сразу понравится. Вы сразу увидите в нем будущего мужа, что я хочу с ним семью. Вот так вот вы увидите. Как-то вот. Он как вас увидит? Знаете, как он вас увидит? Вы его увидите, что вот он как бы может добиться чего угодно, да, и что вы хотели бы, что вот он был вашим мужчиной. Вы увидите, что вот он ваш будущий муж, просто будете уже представлять, что как было бы здорово, что супер было бы с ним, чтобы он был вашим мужем. А он увидит вас, когда он подумает о том, что вот классно было бы с вами повстречаться, завоевать вас, но легко с вами не получится, с вами нужно серьезно. То есть, жениться надо на вас, а не легкий вот такой вот флирт, приехал, уехал, голову вскружил. Он увидит, что с вами так не прокатит, с вами надо по-серьезному, и как бы вот, что он не хочет вам голову морочить, а вот он как-то тоже вас увидит, свою женщину, что все, с ней в ЗАГС я пойду. Так что здесь вы прям сразу увидите друг друга.
где вы встретитесь. Вы можете, кстати, переписываться через интернет, как вариант. Вот. Потому что здесь выпадает карта «Мир», где вы встретитесь. Вы можете встретиться. Мир — это интернет, это переписка, это, может быть, вы куда-то поедете, или он приедет из-за границы, то есть он может быть не там, не в вашей стране жить, а где-то в другой стране. Вот. Вам главное, нужно быть в стабильности. Берегите то, что у вас есть. Не надо ни с кем бороться, доказывать чему-то вот это все. Знаете, вот не надо. Никому ничего не доказывайте. Если мужчине что-то надо доказывать, это вообще не ваш мужчина. Вам нужно наполняться сейчас, вам нужно беречь то, что у вас есть, хранить то, что у вас есть. Вот. Наполняться, наполнять себя энергией, заниматься тем, что вам нравится. Хобби, может, у вас какое-то есть, рукоделие какое-то, готовка, то, что вам нравится. Вот. То, что наполняет. Встречаться с девчонками, заряжаться позитивной энергией. Там, похохотать, чаек попить, что-то такое вот. Ну, вот так вот, быть в гармонии. И тогда вот вы просто будете в нужных энергиях, таких вот наполненных. Вот, и он вас заметит. Подсказка вам. Общайтесь только с позитивными людьми, видите? Только позитивные люди должны быть вокруг вас, чтобы вам наполняться только позитивной энергией, чтобы у вас не было вот этого раздрая. Вот, потому что тогда вы встретитесь как раз. Так, вроде бы сейчас у нас общий раскладик должен быть все. Давайте будем смотреть 10 посланий. Сейчас я напишу. Десять посланий из будущего. Можете загадать, можете несколько загадать. Так, давайте смотрим. Первое. Кто загадал единичку? Послание. Ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Первое такое послание из будущего. Кто загадал единичку? Двоечку. Отправила донат Оксана. Да, сейчас посмотрим вообще раскладик. Двоечки. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию. Все разрешится наилучшим образом. Но тут все разрешится наилучшим образом. Самая главная фраза. Троечки. Ой, троечки. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? То есть здесь подумайте еще раз. То, что вы выбрали, то, что вот о чем вы думаете, это действительно то, что вы хотите? Или все-таки что-то еще есть, какой-то вариант, которым вы вот держите в стороне? Четверочки. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй, у тебя все получится. Так что давайте действуйте. Пятерки, пятерочки. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Шестерки. Отпусти свою обиду. Она делает тебя уязвимым. Видите, а вам не нужно обижаться. Это же ситуация просто. Делайте выводы и как-то вот не обращайте внимания сильно. Сердце свое берегите. Семерки. Разрешите себе сделать перерыв. Переключи свое внимание на что-то другое. Восьмерки. Восьмерки. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче.
Это восьмерки. Может, вы не тому говорите. Девятки. Девятки, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что-то нужно перейти. Я говорю, торт на ночь надо прекратить уже лопать. Десятки. Десятки. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Такой вот получился общий раскладик. Послание из будущего у нас. Сейчас посмотрим донатик. И если не будет больше никого, тогда потом посмотрим еще один общий расклад. Большое спасибо. И вам тоже спасибо огромное. Донатик пришел, спасибо. Так. Смотрим, Оксана. Донатик. Луч, спасибо. Спасибо вам. Так. Мысли и чувства. Смотрим для Оксаны. Его мысли, его мысли. В мыслях. Вот смотрите, какая-то подвисшая ситуация. В мыслях, как будто он не может позволить себе то, что хотел бы. Он не может разочаровываться. Должно быть все как раньше, что все хорошо. Как будто он от чего-то зависим. Ну он от вас может быть зависим. От чего он зависим? В мыслях он зависим от вас. Я думаю, что такое? Что он еще думает об Оксане? Он думает. Тут все думает, 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 думает. Думает о будущем. Кстати, он думает, что можно было бы построить будущее или какие-то отношения, которые нужно выстраивать правильно, грамотно. Здоровые отношения, стабильные отношения. Можно строить отношения с вами долгосрочные, не такие, что пришел, ушел, там качели, нет. Стабильные отношения с вами можно построить. Будет ли он это делать? Да. Будет с вами стабильные отношения строить. Он думает об этом, о будущем, как где вы вместе, и он это будет делать, да, будет к этому идти, будет делать, чтобы так и было. Что он чувствует? Чувствует, что ему тяжело, что его сердце разбито. Что у вас там произошло? Ему тяжело. Потому что кто-то закрылся. Возможно, вы закрылись от него, и вы как-то уже давно не встречались, или как будто вот встречи давно не было, как будто вы одна. Или периодически, знаете, он то работа, то вы, вот. Он хотел бы как-то по-другому, не хотел бы так, как сейчас. Поссорились из-за бывшей. Поэтому ему тяжело на сердце. Поэтому на сердце тяжело. Он хотел бы с вами видеться, да, но вот не получается. Он бы не хотел, чтобы так было, чтобы вы были, на расстоянии. Он бы хотел помириться как можно скорее. Еще вчера хотел бы помириться, если же не помирился. С вами он планирует, смотрите, стабильное будущее, и он будет действовать. Флирт возможен между вами, да. Шанс на новые отношения. Возможно, в далеком будущем ребенок от него. Ну, если как бы хотите. Не сейчас, нет. Дальше. Вот сейчас еще решается вопрос. Просто я думаю, почему тут нет конкретики еще пока что, да? Тут как бы есть перспектива, да, но конкретики нету.
Почему так далеко? Потому что здесь еще не определено будущее. Помириться он хочет, не действует. Помириться он хочет, но нет конкретики, как будто еще не определено будущее, как будет. Оно многовариантно и еще не определено точно. Угу. Потому что он закрылся, не хочет наделать тех же самых ошибок, не хочет совершать, чтобы вот этих вот ошибок, которые были. Закрылся он, пока уединился. Пока все будет как раньше. Действовать, скорее всего, не будет. Ну, на работе, да, будет контакт. Да, его нужно подождать. Видите, на работе выходит умеренность, то есть умеренность, будете так же, как раньше общаться. Но он пока в отшельники ушел и огородился, пока нет, пока будет тишина. И вот он тут вот говорит, что его нужно подождать через какое-то время. Нужно подождать, потому что у него что-то там навряд ли будет. Но это как вы хотите. А если это новость, то чего касается? То чего касается? Так если ребенок не планируется, тогда здесь будет какая-то новость, да, в далеком будущем, какая-то новость, которая сделает из вас женщину, которая, знаете, контролирует все. То есть вы возьмете все в свои руки, будете нежно и ласково, главное в ваших отношениях. Вот так нежно, ласково, заботливо, но как бы вы будете рулить. Будете делать так, как вы хотите. Так, как вам удобно, вам хорошо. Вы на первом месте. Вот. Может, интуиция как-то ваша сработает, что надо по-другому-то подход к нему. Не грубо, не в штыки, не надо на него ругаться, да. Может, такой вот переключатель сработает, а то, что надо к нему как-то подход найти. Нежно, ласково, вот так вот. Не надо ему грубить, там вот ругать его. Вот, и потом возьмете все в свои руки. Вы для него женщина, о которой он мечтает. Видите, вы занимаете все его мысли и мечты. Он о вас очень много думает. 7 дней в неделю. 7 дней в неделю он о вас думает. Вы занимаете все его мысли. Да. Видите, он пока действовать не хочет, он пока как будто перед выбором стоит. Да, да, нет, нет. Если он вас попросит помощи, помогите. Или сами можете попросить о помощи. Тут ситуация может немножко поменяться. Ну, тут... Между вами, возможно, страстные отношения, и можно все наладить. Все нормально можно сделать. Вот, как бы потихоньку, постепенно к стабильности выйти. Все нормально тут может быть. Просто, он там в своих мыслях тоже очень-очень много думает просто. Ну, это хорошо же. Сейчас он что-нибудь решит, что-то вам скажет, предложит. Вот. Подход к нему найдете. Да, видите, в императрицу можете выйти. Да. Да тут еще и
будет так, как вы хотите. Вы можете стать единственной его женщиной. Но пока вот, вот он в своих мыслях еще пока ищет выход, как и что, и вообще. Очень много мыслей, что делать. Да, он в сомнениях еще. Вы свободная, но он хочет с вами встретиться, пообщаться. Так, подсказка на ваш вопрос. Откажитесь от всего ненужного. Откажитесь от всего ненужного. Мне почему-то пришло от ненужных мыслей. От мыслей всяких разных там. Думаете много тоже, кстати. Как и он, да? Хотите новый период, чтобы был, чтобы можно было доверять друг другу. Вот. Вас тоже благодарю, Оксана. Вам тоже всего-всего самого хорошего, чтобы у вас все получилось. Вот, всего вам доброго тоже. Вот. Ну, ревность, она такая, понимаете, когда вы ревнуете человека, конечно, тяжело, много думаешь. Вот, всякое бывает. Любви и счастья вам. Вам тоже желаю любви и счастья, Оксана. Так, давайте посмотрим. Так, ой. Общий расклад. Благодарю вас тоже. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая? Хорошая. Вот. 3 варианта будет. Тоже желаю, чтобы у всех все получалось, все было хорошо. Так, первый вариант. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь, знаете, что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь как-то больше прислушиваться к своей интуиции, к своим чувствам, к своему сердцу, то, как вы чувствуете. То есть интуиция будет у вас на высоте эту неделю. Занимайтесь больше теми делами, которые приносят вам счастье, радость, разговаривайте и общайтесь с людьми приятными вам. Вот. Что не делать на этой неделе? Не делать, в рутину не погружаться. Не тормозите, не медлите, что не делать, не стойте на месте, не ждите, что что-то изменится. Вот. Не нужно тянуть время на этой неделе. Тут как-то так вот. Двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, дьявол. Дьявол вам говорит о том, что соблазняйтесь на все, что вы хотите. Вот если вам хочется это, сделайте. Только вот если вы захотели съесть торт на ночь, как пример, не ешьте сразу весь, пожалуйста. Съешьте кусочек, например, или съешьте его утром, но не на ночь. То есть вы как бы соблазняетесь, но с умом немножко как бы думайте о последствиях, потому что за последствия придется платить. Поэтому соблазняйтесь аккуратно, осторожно. Если хотите что-то купить, то посмотрите, есть ли возможность вернуть. Или не делайте, кстати, дорогих покупок, потому что вы можете на что-то внимание не обратить, а потом вернуть уже будет невозможно. То есть вот эти все моменты, смотрите, что вот эти все просчеты, какую-то мелочь можете, знаете, не заметить или соблазниться на какого-то мужчину, а он замужем, и вам потом прилетят последствия, да? То есть как бы соблазняйтесь, но с умом. То есть как бы вы понимаете, что последствия будут, поэтому аккуратнее. То есть как бы, если торт, то утром, не вечером, да? Что не нужно делать? Сейчас не нужно тратить большие деньги. Если вы хотите потратить деньги, подождите с недельку. Не тратьте деньги ни в коем случае на какие-то там свои хотелки. Лучше отложиться, потратите чуть попозже. Еще что не нужно делать? Не нужно быть в одиночестве. Общайтесь с людьми, ходите везде, выходите. Не нужно быть одной там и думать, что я вот все смогу одна там или один, да. Не нужно делать все самостоятельно, не нужно брать на себя слишком много ответственности, не нужно быть одной или одному там, вот.
А третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно замечать и примечать все новости, которые вам будут приходить, потому что это очень важно. Нужно учиться новому, потому что вы еще недостаточно чего-то знаете. Нужно обучаться, учиться, искать информацию, которой вам не хватает. Вот. И все новости, которые вы будете слышать, они могут быть к чему-то, могут быть важными. Поэтому обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Что не нужно делать? Не нужно быть уверенной, что вот я все могу, что у меня везде соломки подстелены. То есть слишком самоуверенной, уверенной быть не нужно. Не нужно делать слишком активные действия, если вы еще не разобрались. Не нужно общаться с теми партнерами, в которых вы не уверены, которые ненадежны, которые не проверены. Вот. Поэтому будьте аккуратнее. Ту информацию, которую вы не знаете, ищите. Вот. Переждите. Посмотрите недельку, понаблюдайте. Вот здесь так. Добрый вечер, Лиса. Оксана Жукова, спасибо вам тоже. Ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, ставьте лайки там, наверное. Лиса, у нас вопросы за донатики. У нас подсказки бесплатные. Подсказку могу дать на ваш вопрос. Если нужна подсказка, пишите подсказка. А вопросики у нас за донатики, там 200 рублей донатик. Но я сейчас посмотрю, может там и есть. Просто у меня почему-то перестала работать эта штучка, которая показывает донаты. Нет, нету ничего. Всем ответила. Да, подсказку можно. Подсказки у нас на эфирчиках бесплатные. У нас общие раскладики бесплатные, подсказки бесплатные. Подсказки послания из будущего были там чуть выше, если чуть раньше будете смотреть или в записи. Послания из будущего, там 10 посланий, можно несколько выбрать на разные вопросы или просто на тот момент, вот, на который вы смотрите, подсказка. Вижу, что сердечки летят. Спасибо. Так, Лиса, подсказка на ваш вопросик, да? Так, вот подсказка. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Перекладывайте на ваш вопрос. То есть, видите, здесь какие-то активные действия, возможно, вам нужны. Может быть, нужно подсказать своему молодому человеку, что как бы я не против помириться, приезжай давай. Что такое? Давай мириться. Вот, как бы. Так что думайте сами. Или, может быть, активные действия вам нужно, чтобы он приревновал там. Или, может, вообще новый мужчина. Хотя, смотрите сами. Просто какие-то действия, может быть, от вас нужны. Подтвердить ему, что он еще нужен, может быть. Очень тяжело с активными действиями. А это зависит от того, насколько вы заинтересованы в человеке. И от того, насколько вам дорог человек. Вот, и вообще вы его видите в будущем рядом или нет. В каких вы отношениях, как вы расстались, как бы тут очень много всяких тонкостей. Как бы вот. Это надо рассматривать. Из-за ревности расстались. Здесь вы ничего сделать не можете. Если человек ревнует, что вы можете сделать? Если вы ни в чем не виноваты, то ведите себя соответствующе, что вы ни в чем не виноваты, почему вы должны оправдываться. Ваш человек, он как бы все это поймет. Но если человек не ваш, то если он вас вот так вот будет ревновать везде, ко всем и ко всему, ограничивать вас, то вы будете жить его жизнью, а своей жизнью жить не сможете, потому что он вас ограничивает, туда не ходи, сюда не ходи, так тоже нельзя. Когда вы любите, то вы доверяете друг другу. Это, конечно, по молодости непонятно,
потому что как можно не ревновать? Но ревнуешь всегда, это понятно, когда нравится человек, понятно. Но надо научиться доверять друг дружке. Вот. Это тяжело, конечно, но вот как-то вот надо. Приревновал к другу. Ну, так сильно любит или... Знаете, ну, не уверен он немножко просто в себе. Если бы он был уверен в себе, он бы просто при друге вас обнял и сказал «моя, мое», как бы и все. Мужчина, он же заявляет на свою девушку как? Он ее представляет друзьям, родным, там, знакомым. И везде там обнимает, держится рядом, то, что она моя, она со мной заявляет права на нее. Понимаете? А как он может, ну, как вот он вас может удержать, ревновать, не ревновать? Он может ревновать внутри, но он должен действовать как мужчина же ваш, он же все равно должен показывать, что вы его женщина. Ему просто нужно научиться, может, он не может. Будто он искал повод. Знаете, мужчины, они такие трусы. Ну, не в обиду мужчинам, но они боятся расстаться. Я вот сколько знаю мужчин, но они даже мне говорили, вот, то есть я знаю, что мужчины боятся расстаться, боятся быть инициаторами, то, что все, давай расстанемся, такие дела. Мужчина будет, знаете, если захочет расстаться, он делает все, чтобы вы сделали это, а не он. Потому что так, как будто вы его бросили. То есть он будет задерживаться, где-то гулять, приходить пьяным, то есть делать то, что вы вообще не приемлете, для того, чтобы вы с ним расстались. Потому что, они боятся признаться в том, что уже, например, любовь закончилась, давай расстанемся. Почему-то, я не знаю почему, могли бы сказать, давай останемся друзьями классными, хорошими, там, да, у нас же классные отношения были, да, но вот что-то вот случилось вот так и так. То есть поговорить по-человечески они почему-то не могут, я не знаю почему, боятся. Боятся получить по шеям, наверное, не знаю, может быть, вы очень такая тоже ревнивая, я не знаю. Вот почему-то мужчины боятся, и когда хотят расстаться, они делают все, чтобы вы его бросили, как бы вот. С себя ответственность снимают, типа я не виноват. Ну, тут ничего хорошего-то. Первый решил. Ну вот, а что вы сделаете? Если вы его будете ждать и слушать то, что он говорит, а он будет контролировать вашу жизнь, вы будете жить его жизнью. Это, во-первых, не своей. Во-вторых, он это не оценит. Вы не будете чувствовать этого. В-третьих, вы даже если с ним, вы все равно будете чувствовать, что вы одна. То есть оно вам надо. Может быть, это какой-то урок для вас. То, что надо ценить себя. Но получилось так, бывает, знаете, что расстаться вовремя – это лучший вариант. Потому что лучше не доводить до такого, что, например, некоторые «хочу быть только с ним и все, там, как бы он не гулял, там, жениться, выйти замуж, там, ну, вот это все, родить ему детей, а толку-то?» Некоторые получают то, что хотят, но он их бросает с детьми или он продолжает гулять. Вы же не такого будущего хотите, поэтому, знаете, вовремя, когда отводят от таких людей, это даже лучше, хотя вы можете пока не понимать этого. Вот. Так что просто нужно делать выводы. Ну а что вы сделаете? Какое-то время можете подождать, посмотреть его реакцию, пообщаться с ним. Вот. Смотрела по матрице 16 аркан, что это значит, скажите? Ну, если так должно быть, если человек не хочет быть вместе, вы же ничего не сделаете с этим. Если он хочет, он сам придет. А если он не хочет, то зачем ждать? Или знаете, может еще такое быть, он будет приходить и уходить, приходить и уходить. Это будет как качели, это вы тоже не будете жить свою жизнь. Ваша жизнь на стопе, вы всегда в ожидании, вы сливаете ему энергию. У вас ничего не получается в вашей жизни. То есть ваша жизнь не будет развиваться. Вам нужно уделять внимание на себя. Знаете, у меня до сих пор вот пишет человек, с которым мы расстались очень много лет. Какого
фига это делать? Я не понимаю просто. Я не отвечаю, не общаемся с ним, не знает моего телефона, конечно, но вот я увидела на почте, спустя 3 года, да, например, он написал, какой смысл, вот смысл я вообще не вижу. Потому что, смотрите, вы расстаетесь с человеком, он приходит, уходит, он вашу энергию берет. У него все классно, а вы в ожидании, вы свою энергию отдаете ему, у вас жизнь не развивается, вы не занимаетесь собой, вы не думаете о своем будущем, о своем деле, там, о своем заработке, о своей семье, потому что он вас дергает, дергает, вот вы не можете, у вас нет стабильности, понимаете, нет определенности, вы вроде с ним, а вроде не с ним. Вот зачем вам это надо? Вам нужно обратить внимание на себя, и он будет приходить, вот как этот тоже, для проверки, то есть он будет вас дергать, и вот вы дернетесь на эту ниточку или нет, то есть потому что если нет, это как проверка будет, если нет, он еще раз придет, если нет, он может до 3 раз приходить, а потом уже все. Вам дадут нового партнера, который лучше, чем предыдущий. Вот. Поэтому те, которые для проверки, он будет еще приходить. Тем более, если он узнавал про вашу личную жизнь. Знаете, человек ушел, представьте, чтобы найти что-то лучшее. Как он мог оставить? Вот если человек любит, он никогда не оставит свою женщину, потому что ее кто-то может забрать. Он всегда заявляет свои права на нее, всегда вместе, всегда он там ее обнимет, всегда за ней поухаживает, всегда ее там отвезет или где-то что-то рядом, что она не одна. А тут он оставил свою женщину, то есть кто с ней, что с ней. Да вы за это время уже, мне тоже так иногда было, пишут, за это время я уже замуж могла выйти несколько раз, уже у меня могли дети родиться. Что за бред вообще? Что там? Какая разница, что у вас? Если он хочет, он будет рядом. Если нет, то ему какое вообще это дело? Он просто будет потом самоутверждаться за счет вас. Это тоже как проверка для вас. Тоже не нужно вестись. Вот. То есть он ушел, чтобы найти лучшее, потому что вас он не удержал, значит, он вас не настолько ценит, потому что когда человек любит, он будет с вами. А если он вас не ценит и пошел кого-то искать, или просто оставил вас одну, то за это время может быть все что угодно. Зачем вам такой мужчина, если он в трудную минуту вас может бросить одну? Вот представьте, это еще ладно, если, например, у вас, пока нету детей, да, а если будет касаться ваших детей, и он вас оставит одну, это будет жескач, это уже уровень повыше, и это будет намного сложнее, потому что смотрите сразу, как вы себя чувствуете внутренне, обидели ли вас, как сильно вас обидели, предали, вот что-то такое, и не разрешайте так делать больше, потому что это ваша жизнь, вам надо ценить себя, просто не общайтесь с такими людьми. Лучше научитесь чему-то. Заведите новых друзей, или со своими общайтесь. Цель в жизни поставьте, кем вы хотите стать, чего добиться, в какой стране жить. Меня он очень сильно зацепил, это потому что вы еще в этой ситуации живете. Если вот вас еще цепляет внутри, значит вы еще эту ситуацию не отпустили, вы его не отпустили, ситуацию, вы еще в ней, вы ее проживаете, вы не свободная, вы еще и встретить толком никого не сможете, потому что вы в ней, вы еще живете в этой ситуации. Вот когда вам будет пофиг, когда он вам написал, спросил, узнавал о вас, да, вот что-то приехал, вам цветы привез или еще что-то, когда вам будет вообще пофиг, что там с ним, женился ли он, или там у него какие-то проблемы, или ему надо помочь, или что-то еще. Да вот вам вообще просто пофиг станет на него, без разницы, что узнавал, не узнавал он у вас, хочет ли он приехать или что-то нет. То есть вам будет, когда все равно, тогда вы эту ситуацию отпустите, тогда вы только сможете идти дальше. Вам нужно перевести вектор пока что на себя. И нужно какое-то время, чтобы не думать о нем. Ну вот, смотрите, послание из будущего выходит для вас.
Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Видите, вам нужно вектор на себя переключить. Подумайте, кем вы работаете в будущем, где вы живете, как вы выглядите, что вы можете, что вы не можете. Подумайте о себе, о своем будущем. Вы же хотите прекрасное будущее для себя наверняка. Вот и сейчас вы можете заняться этим. Дайте ему время, пусть он там тусуется где-то на стороне. Когда вы станете лучше, когда вот вы вот это вот пройдете, вы можете перерасти его, и вам уже будет казаться: как я могла такого полюбить, да как он мне понравился-то, блин. То есть у вас будут другие, уже знаете, внутренние вот эти вот, как сказать, даже энергии, другое общение будете ценить. Вы уже не будете понимать, почему вас это интересовало, это же как бы уже вас интересовать не будет. Вот. Поэтому думайте о вашем лучшем будущем и думайте, как к этому прийти. И не думайте, что мужчина может вас сделать счастливой. Это не всегда так. Бывает, в партнерстве вы просто растворяетесь в мужчине, забываете о себе. Вы подумайте о себе, чтобы к вам пришел тот мужчина, который будет вас поддерживать вот в вашем деле. У вас будут одни и те же цели. Потому что кто-то хочет семью, кто-то не хочет семью. Кто-то представляет семью такой, а кто-то такой. В какой-то семье принято, например, что он вырос, например, в одной семье, а у вас другая семья. Вы привыкли, что вот у вас так, а у них так. И у вас может быть нестыковка вообще, то есть как бы противоречат друг другу. Но вы поймете со временем, когда будете общаться, приемлемо это для вас или нет. Потому что как в его семье, например, если папа не уважает маму или позволяет себе кричать при других, или, не дай бог, там что-то еще, да, то как бы так же и будет он себя вести. Вот. И девочка перенимает, как и мама, так же и мужчина, как и папа. Поэтому обращайте внимание, как обращается человек. Если человек ценит другого человека, он никогда не оставит его одного. Он всегда будет ценить и защищать его чувства. Понимаете, он не будет ранить, он не будет сомневаться, не будет подозревать. Потому что можно ударить еще больнее. Можно, то есть бывают болезненные очень ситуации, когда очень больно может сделать именно вот этот близкий человек, который подозревает, что-то не доверяет, а вы любите, да, он может сделать очень больно. Поэтому будьте аккуратны, заботьтесь о себе. Вот. Подумайте о том, чего вы хотите. Да, вам пока сейчас не надо задумываться о мужчинах. Здесь как-то вам нужно думать о карьере, о движении вперед, о развитии, о вашем будущем. Просто будущее ваше, подумайте. Где вы хотите жить, в каком классном доме, что вы независимы и много зарабатываете, что вы можете купить себе все, что хотите. Не нужно просить мужчину: дай мне денег на тушь, да. Нет, я сейчас куплю свои сигареты, на тушь на то у меня денег нет. То есть вы просто самодостаточная, вам не нужно будет ничего у него просить, вы все можете сама. То есть как бы, чего вы хотите? Лиса, приходите. Приходите на эфирчики. Спасибо. Верьте в себя. Это все то, что случается вокруг, это чтобы сделать нас сильнее, как говорят, да, хоть и тяжело. Вот. Тепла вам тоже. Пусть у вас все получится. Все нормально, будет у вас тепло. Сами станете сильнее, и все будет. Я новенькая. Приходите, ничего страшного.
Кто-то приходит на эфирчики на все, кто-то пропускает. У нас тут подсказки бесплатные, подсказки на 5 колодах, послания из будущего, общие раскладики. Общие раскладики вот по посланиям из будущего, 10 посланий там бесплатные для всех. Вот. Так что девчонки приходят, просто спрашивают подсказки каждую неделю. Вы можете загадать вопрос в голове, задать то, что вас волнует, и подсказку взять. Или просто подсказку на неделю. Подскажет вам, на что обратить внимание, чтобы неделя была хорошая. Так что приходите. Вопросики у нас за донаты. Донаты у нас можно пройти по ссылке в закрепленном комментарии. Там 200 рублей вопросик. Во время эфира 200 рублей. Пока что так. Да, подсказки бесплатные, вопросы платные. Потому что я делала как-то бесплатные вопросы. Я очень-очень устаю. Поэтому мне нельзя. Но, по крайней мере, подсказки я могу пока что давать бесплатно, помогать вам. Тем более я знаю, что не все финансово могут даже 200 рублей перечислять. Поэтому вот, пока что так. Так что приходите на эфиры. Эфиры по субботам 21:30 по московскому времени. Если что, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что эфиры могут переноситься и раньше, и позже, потому что я иногда, бывает, приезжаю очень поздно, или как-то я вообще проспала, вот, уснула. Почему-то меня в субботу клонит в сон. Я вечером могу просто вырубиться и уснуть. Вот, так что приходите, я только рада всем. Ну что, подсказки все получили? Тогда я буду заканчивать. Давайте, пусть неделя у вас будет хорошая, пусть все сбудется. Вот, пусть у вас будет тепло на душе и на улице, не мерзните, одевайтесь. Вот. Увидимся с вами в следующую субботу, 21:30. Вот. Так что давайте, всем пока. Спасибо, что пришли. Пока.